Оксана Петровна, здравствуйте. Оксана Петровна, выйдите на связь. Хотим уточнить, как вы зашли. Спокойно или что-то было? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Оксана Петровна, как подключение было? Что-то у нас, говорят, с подключением. Так, ну пока все хорошо, а вот как дальше пойдет, время покажет, потому что у нас может все оборваться в любой момент, к сожалению. Интернет слабенький. Ага. То есть прошли нормально сразу по ссылке прошли Да. или по идентификатору? По коду доступа, да, по идентификатору. Ага. Спасибо. Очень. Почему так тихо? Елена Гавриловна. Да-да-да. Ага. Оксана Петровна. Можно я вас попрошу, или коллег, включить презентацию от себя, потому что если мы запускаем вот со своей стороны, нас сразу выбрасывает из Zoom. Хорошо, хорошо. Разрешат вам подключиться. Спасибо большое.
Добрый день, уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Научное наследие Ивана Александровича Аргунова и современная гуманитарная наука». Данная конференция посвящена столетию со дня рождения первого якутского социолога, организатора лаборатории социологических исследований в нашем институте, организатора социологических исследований в Якутии, кандидата исторических наук, журналиста Ивана Александровича Аргунова. Мне сегодня, как руководителю Центра этносоциологических исследований, подразделения, которое сейчас ведет научно-исследовательскую деятельность по направлению социологии в нашем институте и сохраняет традиции Якутской социологической школы в рамках академической науки, выпала честь открывать нашу конференцию. И я всех нас поздравляю с ее началом и хочу предоставить слово для приветствия научному руководителю нашего института, доктору исторических наук, профессору Анатолию Николаевичу Алексееву. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я рад приветствовать участников конференции. Это традиционная конференция, в которой коллектив нашего института принимает активное участие. Ежегодные конференции мы каждый год принимаем активное участие. И не только от того, что Иван Александрович некогда работал у нас в институте старшим научным сотрудником. И здесь же Иван Александрович делал, так сказать, первые шаги по организационному созданию структуры социологической науки в Якутии. Здесь же у нас в институте были воспитаны и остались ученики Ивана Александровича. Ну и кроме того, мы бы вот каждый год отслеживаем, как бы динамику отслеживаем, как развивается социологическая наука в Якутии. Мы понимаем, я вот просто сейчас вспоминаю, как исторический факультет и кафедры общественных наук, где работал Иван Александрович, и где были философы и социологи сконцентрированы. Мы собирались на историческом факультете время от времени, просто стихийно, скажем так, инициативно, и говорили о том, о сём, потому что это было время перемен, 70-е, конец 70-х, начало 80-х годов, 1970-х, 1980-х, когда уже много-много чего накопилось, а мы были молоды и критически мыслящими людьми, ну и подшучивали где-то со злостью, где-то по-доброму друг над другом. И в том числе мы критиковали и социологов. Мы говорили, то ли дело вот мы в экспедициях по 20-30 километров в день вышагиваем с рюкзаками. А вы можете итоги своей работы, вот не выходя из этого кабинета, взять и написать, что вот население такого-то, жители такого-то населенного пункта оценили итоги такого-то пленума ЦК КПСС в таких-таких процентах. А что касается выборов, то вы можете смело написать, что депутатом от такого-то населенного пункта станет такой-такой человек. Кстати говоря, вот эти наши комментарии, злые и не очень злые, они ведь нынче стали реальностью. Так что кризис, который существовал тогда, он, на мой взгляд, повторяется и ныне. И это создает большие сложности, большие трудности для социологов, мне кажется. Но я скажу вот все-таки то, что аргументировали в ответ тогда наши коллеги-социологи. При поддержке
философов, особенно Тамара Михайлова, защищала социологов. И тогда она, не она, а они говорили, что вот наша наука сложна тем, что требует от нас, во-первых, принципиальности, честности, твердости и объективности. И это были очень железные аргументы, они все наши какие-то, скажем, и хорошие, и нехорошие настроения разбивали в пух и прах. И я бы пожелал, я думаю, что вот это все было сообщено им мэтром, основателем социологической науки Иваном Александровичем Аргуновым. Он их питал этими чувствами и аргументами, и они нас ими и били. И я бы просто хотел напомнить сейчас вот в такой период, чтобы эти принципы, это кредо, которое тогда высказывалось и шло от Ивана Александровича, оно не только сохранялось, оно еще развивалось и крепло. И социологи не чувствовали бы себя в такой в критической позиции, в критической ситуации. Все зависит от вас. Поэтому я желаю вам стойкости духа и преданности науке. В конечном итоге любая наука должна быть объективной. Любая. Мы все должны быть честны и объективны, каждый в своей науке. А еще одно направление вот этой вот конференции мне представляется смотр еще и молодых сил, как работает, как живет молодым ученым. Но мы живем надеждами, тем более, что вот буквально на днях президент России Путин говорил о том, что бюджетникам будут увеличивать зарплату, и он особенно подчеркнул в том числе научным сотрудникам. Так что будет повышение, будем надеяться. Хотя вчера он сказал, что повышение будет в первую очередь у медицинских работников. И даже перечислено было категории работников здравоохранения, у которых на какую-то сумму будет увеличиваться. Там от 18,5 тысяч. А дальше уже расписано до 4,5 у младшего медицинского персонала. Так что наука получает поддержку. Ну а что касается сложностей вот, действий или деятельности социологов в нынешней обстановке, то нам остается философ, все проходит, пройдет и это, и все встанет на свои места. Желаю вам бодрости духа, кроме той твердости, о которой я уже сказал, бодрости духа, ну и надежд. Надежды юношей питают. Успехов вам, ну и дружной работы. Я думаю, что конференция будет иметь какие-то полезные результаты. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Действительно, мы живем в такое сложное бифуркационное время, и наша цель нашей конференции сегодня обсудить современное состояние исследований образа жизни и его трансформации в условиях больших вызовов и нарастающей неопределенности. И в этом контексте хочу сказать, что как раз научным вкладом Ивана Александровича Аргунова было разработка методологии изучения образа жизни локальных сообществ Якутии. И
продолжая, хочу сказать, что на нашу конференцию поступило очень много интересных заявок, и они поступили практически со всех уголков нашей страны. Есть участники из других стран, и я выражаю искреннюю признательность всем тем, кто откликнулся на наше информационное письмо. Благодаря вашим заявкам мы составили довольно интересную, как мне кажется, и насыщенную программу. И это же обстоятельство определило формат нашей работы, что у нас большинство участников сегодня будет присутствовать онлайн. Мы будем работать с вами 2 дня с обеда по якутскому времени. Доклады будут перемежаться между собой, очные и те, которые будут представлены в онлайн-режиме. Напоминаю, что регламент выступлений на пленарной сессии до 15 минут. И мы, наверное, сразу начнем сейчас переходить к докладчикам. И первое слово я хотела бы предоставить Татьяне Ивановне Аргунову-Лоу, дочери Ивана Александровича и исследователю, известному исследователю. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела проверить звук, и что вы меня хорошо слышите и видите. Да, мы вас хорошо слышим. У меня сегодня были проблемы технические, но все было преодолено. Хорошо, спасибо большое. Анатолий Николаевич, Наталья Иннокентьевна, Елена Георгиевна, организаторы, участники научной конференции, посвященной 100-летнему юбилею Ивана Александровича Аргунова. Я рада приветствовать вас. Очень хотелось бы быть с вами сейчас в зале, увидеться, поговорить. И я признательна тем, что институт, в котором Иван Александрович проработал длительное время, проводит этот большой форум, чтобы почтить его память. Моя задача сегодня и простая, и сложная одновременно. Говорить об отце всегда легко и радостно, но говорить о нем немножечко отстраненно, как об ученом, представляет некоторую сложность для меня. Поэтому данное выступление будет с долей рефлексии. И я прошу вас простить меня за это. Писатель и драматург Михаил Садовский как-то рассуждал о смысле слова «человек». Если произнести это слово вдумчиво и медленно, то получится «человек». Слово «век» и «вечность» заложено в смысл этого слова. И так получается, что личность выражает время, жизнь, ее суть. Это очень правильные слова для того, чтобы выразить жизнь и биографию моего отца, Ивана Александровича Аргунова, который как бы вобрал в себя и как бы аккумулировал историю. Иван Александрович был свидетелем многих важнейших событий нашей эпохи. Он родился в 1 год с автономной Советской Социалистической Республикой, прошел Великую Отечественную войну, был свидетелем распада Советского Союза, а затем наблюдал перестройку и последовавшие экономические перемены. Это ли не удивительная судьба, выпавшая на долю человека, мальчика из Татты, чей вклад в становление журналистики, истории и социологии в Якутии впоследствии станет значимым. Удивительно, насколько многоталантлив был отец, человек широкого диапазона деятельности. Он совместил в себе удивительные творческие, профессиональные пути от учителя до литератора, журналиста, политика, ученого. Немногие могут похвастаться этим. Жизненная биография Ивана Александровича была характерной для мужчин его поколения, но в то же время его случай был особенным. Иван Александрович родился в 22 году в Депдерге, Игидейского наслега Татинского улуса. В детстве он учился в начальной школе в своей деревне, затем в педагогическом училище в Якутске, завершил учебу в 1941 году, получив высшее образование. К сожалению, я не могу показать вам слайды, потому что я работаю с другого устройства, мой компьютер не работает, поэтому слайды придется вам
как-то, может быть, есть возможность включить слайды по отдельности? Да, конечно, тогда запускаем. Мгм. У нас пошло, да. Да, и мне нужен сейчас второй слайд тогда уже. Ага. Спасибо большое. Так вот, жизненная биография была характерная, но в то же время в его случае был особенным. И он родился в 22 году в Дебдерге, егидейского наследия Татинского улуса. В детстве он учился в начальной школе в своей деревне, а затем в педагогическом училище в Якутске. Завершил учебу в 1941 году, получив высшее образование. Он вспоминал, что первые годы учебы проходили тяжело. Не владея русским языком, он должен был приложить усилия, чтобы быстро научиться понимать, читать и писать во время учебы. Через год он уже знал русский язык в такой степени, что мог сдать экзамены на отлично и стать единственным сталинским стипендиатом в училище. Вскоре после окончания института в 1943 году он был призван в армию. Его военная служба прошла на Украине, Польше, Германии, в 92-м отдельном мотоциклетном батальоне, где он одновременно служил, работал как единственный грамотный солдат. Слайд 3, если можно. Вернувшись с войны, он поступил в Якутский педагогический институт, где его преподавателем в институте стал Георгий Башарин, автор книги о 3 якутских писателях-реалистах. Несмотря на повсеместное обвинение Башарина и его книги в национализме, отец всегда оставался на стороне своего учителя. Трудовой путь отца начался рано, ему приходилось учиться, работать одновременно, чтобы поддерживать семью. Он заботился в то время о матери и о своей младшей сестре. Слайд 4, если можно. Он работал редактором в издательстве «Якутска», затем корреспондентом газеты «Советская Россия» и ТАСС, а также редактором в республиканских газетах «Крым», «Социалистическая Якутия». В 70-74 годах он руководил отделом агитации и пропаганды в областном комитете партии города Якутска. Был ответственным за связь со средствами массовой информации. Слайд 5. В 1970 году он защитил диссертацию «Истоков социалистической культуры народов Якутии» и год спустя издал ее в виде монографии. Партийные критики не одобрили точку зрения, которую он выразил в этой книге. После публикации книги в обком и ЦК КПСС поступили несколько жалоб, где его обвиняли в недопустимых, это цитата, идеологических представлениях, которыми насыщена его диссертация и книга, такой человек, как Аргунов Я, с ярко выраженным националистическим чувством, должен быть лишен степени кандидата наук. Моего отца обвинили в поддержке буржуазных националистов. В 1974 году он был уволен с партийной должности. Это было поворотным моментом в биографии моего отца, потому что с 1974 года он начал работать в институте, в вашем институте, в то время который назывался Институт языка, литературы и истории, и своего рода служил убежищем для неблагонадежных людей. И в это время он создал сектор социологических исследований. В середине 80-х годов его здоровье серьезно ухудшилось. В 1988 году, в возрасте 66 лет, он скончался, оставив много незаконченной работы и планов. Слайд 6, пожалуйста. Перечитывая его работы, которые написаны согласно идеологическим канонам того времени, где референция на работы апологетов коммунистической где референция на работы апологетов коммунистической идеологии и материалы политических форумов были
средством самосохранения и самопротекции. Становится понятным, в каких условиях приходилось работать ученым-гуманитарием, историком, журналистом. Тем более становится важным понять, как в таких условиях можно было донести важный анализ трансформаций, которые произошли в Якутии. Во многих своих работах Аргунов проводит анализ перемен в жизни якутского народа за обширный период, тот самый период, на который ему выпала доля быть свидетелем и участником. В трудах «Кепсионит хайдахулород. Социалистическая судьба якутского народа» он ссылается на труды своих предшественников, синтезирует существующий богатейший материал, но добавляет отражение своего собственного опыта, осмысление произошедших перемен, которые повлияли на судьбы знакомых ему людей, общин, социальных групп, с которыми он был близок, пересекался по работе, встречался в многочисленных обширных поездках по региону. Это в первую очередь перемены в жизни сельских жителей, животноводов, скотоводов, доярок, охотников, а также промышленных производственников. Его собственные знания на Аласе, жизни на Аласе, жизненный опыт человека, испытавшего трудности и лишения, пригодились ему в его богатой карьере, давали значимую перспективу как историку, журналисту, ученому. Перспектива, которая как объектив в большом и глобальном ракурсе, тем не менее, придавала важное внимание деталям, подробностям и частному. Эти знания, полученные изнутри, и то, что в социальной и культурной антропологии называется эмическая перспектива, эмик-approach, придавали его работам жизненность и правдивость. И я считаю, что это было отличительной чертой этой социологической лаборатории, сектора социологических исследований в то время, потому что Иван Александрович, его сотрудники, и Ульяна Алексеевна подтвердит, имели именно вот такой подход, который был как бы с близкого расстояния, изнутри, не издалека, а он был прочувствован и прожит, если можно так сказать. И его описанием в этих книгах присущ такой вот взгляд с близкого расстояния, издалека, не издалека, а изнутри. Вот как он описывает самое оптимальное представление о хозяйственной деятельности середняцкой семьи, например, где очень видно такая внутренняя перспектива, мне кажется. Предполагается, цитата, что оба супруга здоровы. Это описание середняцкой семьи. Предполагается, что оба супруга здоровы в самом трудоспособном возрасте. Им помогает подрастающий сын. За малым ребенком и скотиной присматривала еще работоспособная старуха-мать. Еще одна цитата. К весне голодала не только семья, не хватало кормов скоту. Сено, заготовленное с таким трудом, таяло на глазах. Единственная опора в жизни — коровы могли не дотянуть до весны. Или описание сенокосных работ. Особенно трудной была косьба якутской серповидной косой горбушей, которую приходилось держать в обоих руках, взмахивать над головой, затем быстро нагибаясь, подрубать траву перед собой полукругом. В этих описаниях присутствует не только четкое, это не только четкое описание, а здесь представлен опыт жизни, знание экономического цикла, трудового процесса, который являлся неотъемлемой частью жизни на Аласе. Работы Аргунова говорят о значимости и важности действительно дифференцированного изучения народностей и групп без применения общих стандартов, а наоборот, учитывая и принимая во внимание специфику региона. Несмотря на то, что подход культурного релативизма считался буржуазной концепцией и не воспринимался в то время, во многом подход, который он использовал в своей научной работе, был сравним с этим направлением, которое отрицало этноцентризм, систему измерения развития культур по единой шкале. Наоборот, культурный релятивизм признавал все культуры равными, признавал, что у каждой культуры есть свое понятие развития,
своя система ценностей. Это и доказывает Аргунов в своих работах, где он выступает против применения универсального цивилизационного подхода, например, о кочевом образе жизни как о пережитке и как показатели отсталости. Он указывает на особенности климатические, экономические, территориальную разбросанность, специфику родства, сезонные перекочевки, которую обуславливали невозможность возведения постоянного собственного жилья или хозяйственных построек, например. И вот в данном случае он пишет: неудивительно, что большое распространение среди якутского населения получили тесные, наскоро сколоченные, холодные, без дощатого пола, подслеповатые юрты. Безусловно, не выдерживают критики выводы отдельных исследователей, которые искали причины малой пригодности для жизнедеятельности бедных якутов, сохранению у них пережитков кочевого образа жизни, в их природной лености и тупости. Следует, наоборот, удивляться тому, как якутская семья, заброшенная в далекий Алас, при одном-двух взрослых мужчинах, имея в качестве тягловой силы единственного вала и только пилу и топор, как строительный инструмент, умудрялись возводить и юрту, и хатон. Аргунов, 85-й год. Отец всегда оставался преданным Татте. Его ученики вспоминали: поездка с шефом по его родному району запомнилась как триумфальное путешествие знаменитого любимца земляков. Везде нас встречали радостно, с большим интересом слушали лекции, приглашали в гости, кормили всякими явствами. Тогда я впервые почувствовал красоту духовной культуры якутского народа, а себя причастной к его заботам. Винокурова, 97 год. Я согласна с Ульяной Алексеевной, что отцу повезло, потому что он писал о том времени и периоде, когда он родился, работал и жил. История стояла перед ним в живых образах своих предков, современников и событий, участником которых сам и был. Это цитата из Винокуровой. Он начал и закончил ровно одну историческую эпоху – социалистический период судьбы якутского народа. В конце жизни видел четко успехи и ошибки исторического периода и трудно переоценивал ценности. Как ученый приходил к выводам, противоречащим сложившимся стереотипам партийного деятеля, гражданина социалистического общества. Объективности в истории сегодня уже говорили, Анатолий Николаевич, об объективности. Объективность – это, конечно, такая очень часто неуловимая категория, и в истории такая объективность, конечно, очень трудно достижима. Правда, предполагающая верность историческому факту, недостижима, говорил Кермод. Мы знаем, что истории пишутся победителями, в которых нет места историям, рассказанных побежденными. Таким образом, при доминирующих авторитарных режимах истории будут всегда отражать идеологические предписания. И вот именно поэтому мне кажется, что внимание на частное и детали, к которым так бережно относился Иван Александрович, сейчас представляется мне более важным, чем глобальные перспективы, отражающие большую политику и власть. Именно поэтому биография и жизненный путь отдельного человека должны продолжать нас вдохновлять и интересовать. Не потому, что мы не должны забывать о связи с прошлым поколением, а потому что это позволяет нам учиться у них, их умению мыслить, нравственности, совести, таланту. Именно поэтому такие форумы, как этот, представляют большую важность, потому что они отвечают нашему вечному стремлению двигаться вперед и развиваться. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Мне кажется, вы в своем выступлении смогли дать такое четкое понимание сути его исследовательской деятельности. Если есть какие-то комментарии, вопросы, можете задать их сейчас. Если нет, тогда мы продолжим. И я хотела бы сказать, что Наталья Ивановна Бурнашова сегодня, к сожалению, не сможет
выступить на нашей конференции, поскольку заболела, и предупредил нас также Юрий Владимирович Попков, что тоже слег с коронавирусом. Так что сейчас я бы хотела предоставить слово Анне Викторовне Михайловой, кандидату экономических наук, заведующей кафедрой социологии и управления персоналом Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Жизненный и научный путь Ивана Александровича Аргунова в формировании экономики новой современности. Пожалуйста. Спасибо. Можно тоже, пожалуйста, включить презентацию там на рабочем столе? Добрый день, уважаемые участники конференции. Мое личное знакомство с творчеством и судьбой Ивана Александровича началось чуть меньше 30 лет назад, когда я, будучи студентом Старославского университета, была в гостях у Татьяны Ивановны. Может быть, Татьяна Ивановна этот эпизод не помнит, да? Но мы были в гостях и отмечали летний эсэх. В то время студенты, которые обучались в Великобритании и в европейских странах. Чуть позднее, начиная с 2015 года, мы с Ульяной Алексеевной Винокуровой, команда, начали проводить аргуновские чтения. И в это время мы уже более глубже познакомились с научными трудами, пускай здесь останется этот слайд, Ивана Александровича. Очень хорошо в своем докладе Татьяна Ивановна рассказала о жизни и о судьбе Ивана Александровича, который родился ровно 100 лет назад в Вегедейском наследии Татинского района. Доктор социологических наук Ульяна Алексеевна и старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Ванда Борисовна Игнатьева в своих публикациях и отразили судьбу, биографию, жизненный путь Ивана Александровича. И многие публикации, они есть в сборнике конференций «Аргуновские чтения». Иван Александрович, да, пускай это останется слайд. Иван Александрович сочетал научные подходы истории и социологии и заложил, как сказала Татьяна Ивановна, эпик-подход, то есть взгляд изнутри к тем событиям, которые есть в нашем социуме. И на одной из конференций в 2018 году Татьяна Ивановна отметила, выступая «Размышления о дороге. Память, знание, метафора», что повествование, нарратив – это рассказ о событиях, которые произошли за определенный период времени и где есть определенный порядок. И мы это видим в жизненном пути Ивана Александровича. Поворот к нарративам, рассказанным историям жизни, выдвигает на первый план социологические и антропологические науки подход не только номометического взгляда универсальных законов человеческого бытия, а также идеографического, то есть, как вот мы, послушав доклад Татьяны Ивановны, отметила, да, индивидуальное и уникальное через те исследования, через те научные труды, которые оставил Иван Александрович. На примере жизненной траектории конкретного человека, его индивидуальной судьбы во всем неповторимом сочетании поворотов, изгибов, повседневных практик, мы видим описание эпохи современности. Жизненный и научный путь Ивана Александровича как агента исторического процесса мы изучаем повседневное решение и взаимодействие, которые вплетаются и одновременно создают живую, постоянно воспроизводящую социальную ткань общества, определяющую социальные и экономические основы. Весь жизненный творческий путь Ивана Александровича связан с изучением социальных институтов и структур в пространственно-временных координатах. Его исследовательское поле сочетало социологию с другими гуманитарными науками, в том числе и экономикой. Разносторонний практический опыт позволил осмыслить причины и последствия конкретно реальных фактов и событий. Основоположник феноменологической социологии Альфред Шосс отмечал, что интерес к повседневной жизни рядового человека, к микропроцессам, происходящим в обществе, был подготовлен всем интеллектуальным климатом XX века, особенно его второй половины. И действительно, научная деятельность Ивана Александровича оказала влияние и на интеллектуальный климат нашего региона. Вот тоже Татьяна Ивановна отметила в своем докладе,
кратко охарактеризовав жизненный путь Ивана Александровича, что он был участником боевых действий, работал учителем, журналистом, социологом, руководителем, и это все повлияло на сохранение целостности восприятия, в том числе в его научных исследованиях. И Ульяна Алексеевна тоже подчеркивает, что жизненный путь влияет на становление тех исследований и отражает саморефлексию якутского народа. Свои научные труды Иван Александрович посвятил исследованию социальной сферы республики, а социальная сфера тесно связана с экономической сферой. И выводы рекомендаций исследований модели модернизации Якутской ССР легли в основу и программ социально-экономического развития. 2021 год, в прошлом году, был объявлен Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И нынешний период – это время серьезных изменений, которые мы все с вами наблюдаем. Экономика основывается на инновациях, на новых методах труда и видоизменяющихся отношений, которые зависят от знаний. В настоящее время потребители в развитом обществе постоянно меняют свои характеристики, которые постепенно переходят от функционального к интеллектуальному. И в этом случае лучший к успеху – это адаптация, то есть изучение, как мы можем приспособиться к тем вызовам, к тем в условиях той неопределенности, которая у нас есть. И вот наша республика, она взяла курс на цифровую трансформацию, на развитие креативных индустрий. И здесь вот тоже показано, что в сентябре 2021 года в Российской Федерации была утверждена концепция творческих индустрий для создания инфраструктуры, для того, чтобы у нас появились новые классификаторы экономической деятельности, были введены специальные налоговые режимы, появились государственно-частные партнерства для поддержки креативного бизнеса, а самое главное, чтобы мы могли отражать и классифицировать понятие интеллектуальной ренты, цифрового развития. В нашем же регионе, в республике, еще 27 декабря 2019 года правительство утвердило концепцию креативной экономики. И все это позволило вот буквально несколько дней назад получить высшую награду, которая называется Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион». Вообще Russian Creative Awards – это единственная в мире премия, охватывающая креативные отрасли. Это высшая награда для креативного сообщества, которая вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. И в концепции республики Якутии отражены региональные подходы, как подчеркивал в своих исследованиях Иван Александрович. В условиях быстрого обновления технологий, знаний, ценностей, экономических отношений, возрастания риска неопределенности экономической среды меняется тип труда, как необходимая мера адаптации под разворачивающиеся тренды. И когнитивная деятельность в наиболее прогрессивных отраслях уступает место деятельности креативного характера. Творчество формируется через развитие личностных качеств, талантов, способностей, и здесь очень большое значение имеет образование. И среда становится все более сложной и динамичной, меняются приоритеты развития экономики. Мы наблюдаем сейчас большой процесс быстро меняющихся экономических систем, закономерностей, меняются критерии оценки. И в этих обстоятельствах нам очень важно найти те приоритеты, в мире той неопределенности, ту стабильность, где будет как раз анализ взаимодействия организации социума и социальных институтов. И вот здесь мы видим, что у нас есть слабые места и определенная зависимость. И как раз организацию социума социальных институтов и изучал Иван Александрович в своей методологии. Как отмечает Ульяна Алексеевна, жизненный, научный и творческий путь Ивана Александровича можно условно разделить на 3 направления. Первое – это путь защитника. Второй – это защита национального достоинства и образа жизни, интеллектуального и культурного наследия. А третье – это разработка нового научного направления социальных процессов в регионе. И вот сейчас мы с вами видим, что мы с вами начинаем жить в новой парадигме современности.
в условиях креативной экономики, которая породила новый поворот в исследованиях экономического развития и инноваций. Креативная индустрия – это как раз и есть то экономическое развитие, которое определяет новый тип роста в условиях экономического кризиса. И здесь появляется новый креативный класс. Креативная экономика стала рассматриваться как фактор устойчивого развития, и мы это видим, и то, что 2021 год был объявлен годом креативной экономики. И в современном мире на первый план выходит понимание и осознание глубинных сущностей человека и его социального окружения. Известный английский социолог Дэвид Северман предложил исследовать фрагменты социального контекста, объясняя события своей жизни, придавая им значение, а по Гарфингелю это нужно строить решетку объяснений, опираясь на распространенные в обществе социокультурные нормы. И мы это как раз и видим в научных исследованиях Ивана Александровича. Экономика новой современности, опираясь на цифровые платформы и решения, идет пониманию того, что появляются новые понятия, такие как цифровая капитализация, информационная рента, интеллектуальная рента, и возникает такое понятие, как креатосфера. Сегодня креатосфера понимается по-разному. Например, кандидат экономических наук Залетный связывает креатосферу с инновационным потенциалом, с возможностью общества отвечать вызовам 21 века. Экономист Качараускас, обобщая основные подходы, делает вывод, что социология креативности охватывает разные вопросы творчества в контекстах психологии, педагогики, экономики. Здесь у нас появляется эмпирический вопрос креативности. Ханс Йоас в своей работе «Креативность действия» указывает, что важны человеческие действия в их креативности. И поэтому мы видим, что основой креатосферы является внутренний потенциал человека, его способность генерировать новые знания и профессиональную самореализацию. И вот здесь тоже показано определение креатосферы. Это когда с помощью знаний создаются новые интеллектуальные ценности, инновации, гуманитарные технологии, совершенствующие и преобразующие социально-экономическую действительность на территории проживания. И вот мы выделили источники креатосферы в условиях социальных и технологических изменений, которые базируются на внутреннем потенциале человека, на 3 слагаемых креатосферы, на знаниях и творчестве, на искусственном интеллекте. Сейчас искусственному интеллекту уделяется особое внимание. Недавно президент Российской Федерации подчеркнул, что искусственный интеллект необходимо внедрять во всех сферах, начиная с промышленности, заканчивая всеми сферами экономики народного хозяйства. Дивергентное и конвергентное мышление в сочетании с диджитал-инструментами. И сегодня социальные и технологические тренды формируют новые креативные поведенческие модели. Ядром данных моделей являются источники креатосферы, интегрированные в цифровое пространство креативного общества, учитывающие социальные преобразования. И здесь мы с вами опираемся на качественные социологические методы исследования. И в свою очередь качественная методология базируется на отдельных элементах общего и состоит из отдельных фрагментов, которые помогают собрать единую картину понимания жизненного мира. И вот мы в этих моментах видим, что основой является творчество как процесс. И вот здесь тоже показано исследование, которое было проведено Высшей школой экономики по креативному пространству креативным. И наш регион занимает, Российская Федерация занимает 20 место на сегодняшний день. И творчество как процесс, а креативность как способность, они создают конструкцию высшего порядка, которая связывает знания, технологию и инновацию. И вот креативная личность Аргунова Ивана Александровича, как основателя региональной социологии, нового научного направления, междисциплинарного историко-социологического подхода к изучению социальных процессов якутского социума, как раз определяет основу понимания тех процессов, которые есть у нас. Вот он тоже говорил, жизнь на севере похожа на черновик, проявляя несовпадение желания реальности, образа мира и образа жизни. И Ульяна Алексеевна, опираясь на данные вот идеи, тоже отмечают в методологии Ingenious Methodology новые подходы к изучению и к определению источников креатосферы.
Ульяна Алексеевна отмечает, что для регионов Севера и Арктики со столь хрупкой социокультурной и экологической системой необходим постоянный диалог между фундаментальной и социальной наукой, культурологией и практикум культурного творчества. И в мире, по мере развития цифровой и креативной экономик, нарастают риски технологической безработицы, возникает информационная асимметрия, общее социальное неравенство, риски неопределенности, неуверенности и вызовом, большими вызовами, как тоже отметил Анатолий Николаевич, открывая сегодняшнюю конференцию, становится система глобального взаимодействия, рационального использования. И вот здесь у нас возникает потребность в разработке методологии, инструментов и механизмов адаптации к данным процессам, влияющим на социальную жизнь общества. Поэтому нам очень важно изучать те концепции, те труды, которые были в региональной социологии, и в том числе жизненный и творческий научный путь Ивана Александровича. Уильям Томас и Флориан Знанецкий, это американские социологи, опираясь на термин английского социолога Пламера, сказали, что нужно изучать личностные сообщения о жизни, полные, насколько возможные, потому что они представляют лучший тип социологического материала. Поэтому важно изучать жизненный научный путь Ивана Александровича, его роль в формировании новой экономики современности и креатосферы. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, вам как раз удалось связать научную деятельность Ивана Александровича и современную ситуацию в экономике. А сейчас я хотела бы предоставить слово наиболее известному ученику Ивана Александровича, Винокуровой Ульяне Алексеевне, доктору социологических наук, кандидату психологических наук, профессору, представляющую сегодня Арктический государственный институт культуры и искусств, а также Северо-Восточный федеральный университет. Аргуновские чтения, интеллектуальная площадка общения студенческой молодежи. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемая Татьяна Ивановна, уважаемый родной институт наш, где мы проработали лет 20 вместе с Иваном Александровичем Аргуновым. Я тоже благодарю вас за созыв этой всероссийской конференции, напоминающей не только о наших больших вызовах, предстоящих перед нами. Как сказал президент России, нас ждут непредсказуемые десятилетия ближайшие, но и поиск ответов на них. Поиск ответов на них может быть разработан новым поколением ученых, подготовленных новыми методологиями, новыми знаниями и умеющих расшифровывать связь прошлого, настоящего и будущего. Вот одним из таких площадок является Аргуновское чтение, организованное нами в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, участником которой, победителем был Иван Александрович Аргунов. Пожалуйста, следующий слайд. Вообще, кто-либо это дело регулирует или я могу? Можно будет самим, да? Ну вот, можно самим, да? Включили, да? Ну вот, значит, вот эти наши аргуновские чтения, они были организованы в 2014 году, мы начали. В то время приезжала Татьяна Ивановна Аргунова-Лоу, и мы общались с директором ФЭИ Александром Кугаевским. И наш разговор продуктивный дошел до того, что мы решили создавать аргуновское чтение. И с 2015 года мы это начали. И вот перед вами учредители. Прежде всего, идея была такая, чтобы были собрано интеллектуально, научно ориентированное студенчество наших вузов. Это ГИКИС, СВФУ, также, значит, Чурапчинский институт. И туда мы присоединили в обязательном порядке Джордановский, то есть Абердинский университет, департамент антропологии, где работает пациент Татьяна Ивановна очень продуктивно.
И также мы присоединили туда наш родной институт гуманитарных исследований ИГИ, где работал Иван Александрович, прежде всего сектор социологии, и также родной Татинский ГЛУС Ивана Александровича. И в последние 3 года присоединилась еще Национальная библиотека. Вот учредители. Нет, эта штучка не работает. Пожалуйста. Следующий слайд. Да? Где вы? Где? С этой стороны? Это хорошо. Вот сертификаты мы выдаем участникам, модераторам и победителям. И этот сертификат международного уровня подписывает Татьяна Лоу, и даже я, как организатор, это оргкомитет, и люди этим сертификатом дорожат. Нет, не двигает. Не идет. Следующий. Что за цель этой нашей конференции? Это международный воркшоп. Прежде всего, это создание площадки общения для научного общения студентов этих наших различных вузов, их молодых преподавателей и также обучающихся по 6 направлениям, и дать им возможность взаимодействовать и подняться до уровня научно-образовательного сообщества международного. В данном случае Абердинского университета. Мы хотим их обучать межнациональному подходу, междисциплинарному интердисциплинарному подходу к изучению социальных процессов. И это все на основе изучения трудов якутского социолога, историка, журналиста, педагога, культуролога, народного депутата Верховного Совета ЯССР 2 созывов Ивана Александровича Аргунова. Следующий слайд, пожалуйста. И задачи поставлены перед нами. Во-первых, это главная социально-образовательная задача. Вот создать площадку для общения поколения студентов различных специальностей, обучающихся в вузах Якутии. Это открытая площадка, снимающая границы между вузами и специальностями. И чтобы выросло у нас единое поколение интеллектуалов Якутии, знающие друг друга со студенчества. И также мы продвигаем студентов с 1-го курса бакалавриата до аспирантуры и даже до защиты кандидатских диссертаций. У нас за это 8 лет у нас были те, кто с 1-го курса пришел и сейчас уже обучается в аспирантуре, есть еще и защитившиеся. И также укрепление научных связей между студентами и преподавателями. Заинтересованность. И это очень важно. Наш сертификат позволяет мотивировать студентам получать повышенную стипендию, преподавателям баллы для стимулирования в зарплате. То есть это важно тоже. И также создание научной площадки для диалога, социогуманитарной прежде всего, по проблемам Якутии, Арктики и Евразии. У нас в последнее время стали включаться и запредельные студенты. Допустим, в этом году, в 2022 году, было 50 китайских студентов. Хотя мы не ориентированы на расширение наших границ, мы хотим, чтобы мы своих воспитывали. Пожалуйста, верните этот слайд. Будьте добры. Так. Угу. И далее, значит, мы все это материалы публикуем в РИНС, в социальных сетях с организаторов, а также в Ютубе. Все наши дискуссии, которые называются «Аргуновский марафон», с утра с 9 до 9 вечера беспрерывно. Дело в том, что все секции слушают друг друга, чтобы знать, кто чем занимается. И это все в Ютубе висит в интернете. Вы можете всегда зайти и посмотреть. Далее, значит, мы хотим, чтобы были воспитаны особые интеллектуальные качества у студентов, мыслящих смело, творчески, неординарно и способных войти в креативное сообщество и в глобальный научный мир. Мы также стремимся проанализировать с разных сторон. Вот у нас 6 секций, и каждая секция может быть осмыслена наследие Ивана Александровича Аргунова.
Притом это осмысление мы стремимся, чтобы шло через освоение методологии коренных ученых. Смотреть на эти проблемы изнутри, исходя из интересов и республики, Арктики, Евразии и собственного видения наших будущих специалистов. Далее, пожалуйста. Итак, структура нашей воркшоп. Она состоит, как мы уже сказали, из 6 различных секций. И они уже установились за 8 лет. У нас появились свои надежные партнеры, своя команда. Вот по социологии только что выступившая Михайлова Анна Викторовна. Она завкафедры социологии управления персоналом ФИАИС ВФУ. По журналистике Сидоров Олег Гаврилович уже 8 лет неизменно ведет. Он в это время сам стал кандидатом наук, заведующей кафедрой журналистики СВФУ. Историк. Стручкова Наталья Анатольевна, тоже с самого начала. Она декан исторического факультета. Ей очень хорошо помогает Радченко Наталья Николаевна. По праву сначала начинал Гоголев Петр, но он, к сожалению, скажем, стал спикером, зато, значит, руководителем Конституционного совета, и теперь его очень успешно заменяет Ефимова Мария Прометеевна, потомственный юрист. Так, далее педагогика. У нас с самого начала этим делом занимается Шергина Вера Алексеевна. Она за это время созрела очень серьезного организатора этнопедагогических, прежде всего, исследований. Она доцент кафедры начального образования педагогического института. Культурологические творческие проекты остаются за Арктическим институтом культуры и искусств. Далее. И каждая структура у нас работает автономно. Благодаря этому у нас достигается очень высокая активность. Вот наши публикации 2015 года. Далее. 2016 года. Сейчас вы видели на выставке, эти книги все висят. То есть на выставке сейчас стояли 2017 года. Далее. 2018 год. Далее. 19-й. Там двухтомник был. Второй том мы сейчас не показали. 20-й год. Тоже двухтомник. Пожалуйста, следующий слайд. Вот далее. И вот у нас последний, вот 22-й год уже опубликован, и все они у нас также получили РИНС и находятся и лайбрери. И вот это наш новый, сейчас еще не опубликован в бумажном варианте, но вот члены нашего редакционного совета несколько со временем меняются, но в то же время основные руководители групп, секций и их секретари здесь активно работают, они представляют работу для публикаций. Далее. Итак, что мы сделали? Во-первых, каждое аргоновское чтение в течение 8 лет имеет свои ключевые направления и обязательно проводится каждый год в апреле месяце. Вот первые чтения у нас были посвящены, как мы уже сказали, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Следующая секция чтения у нас была 11 апреля в честь 90-летия второй комплексной научной экспедиции по изучению производительных сил Якутии. Третье чтение 7 апреля, они были приурочены 95-летию ЯССР и 95-летию Аргунова. Четвертое чтение в 2018 году они были приурочены к 10-летию дополнительного образования детей в Якутии. Надо отметить, что каждое это направление имеет содержательное наполнение в выступлениях в 6 секциях. Пятое чтение в 2019 году, 19 апреля были проведены, в день космонавтики, но они были в основном приурочены к 60-летию нашей Советской социологической ассоциации. Также мы отметили, конечно, и космонавтику. Шестое чтение в 2020 году, это опять же у нас 75-летие победы в войне. Седьмые чтения в 2021 году были проведены 21 апреля и приурочены ко Всемирному дню Матери Земли. Следует отметить, что в этом году
Это мы тогда впервые поставили этот вопрос не только на наших аргуновских чтениях, но и комиссии по делам ЮНЕСКО при главе республики. И получили одобрение, что да, действительно надо усилить научную и правовую подготовленность по теории экософии, обращение наших духовных традиционных ценностей к матери природе сделать достоянием современного поколения якутян. И в 22 году Чароптинский улус нашей республики как раз объявил год Земли. То есть вот интеллектуальная идея пошла в народ. Хотя Россия, она еще никаким образом еще не проснулась. 8-е чтение в 22 году, вот мы 27 апреля, провели и приурочили к столетию Якутии, Якутской ССР и столетию Ивана Александровича Аргунова. Поэтому этот год у нас аргуновский, он у нас начался вот 27 апреля. Так, далее, следующее. И теперь хотим похвастаться объемом наших изданий. В 2015 году наши издания, вот они все, вот висели, надо было меня сюда принести, 354 страницы. В 2016 году 450, в 2017 856, в 2018 922. В 2019 году наши технические возможности не позволили такую же толстую книгу издать. Разделили на 2 тома. Первый 300, второй том 388. По секциям разделили. В 2020 году тоже мы выпустили 2 тома. Здесь, оказывается, я 1 том не написала, оказывается. 432, второй том. Первый тоже примерно такой же. В 2021 году 328. Тут мы, это был ковидный год, постковидный год, и поэтому, хотя много участвовали, но они почему-то деньги не перечислили. Мы с 2021 года начали деньги собирать за публикацию. Так, поэтому их мало, хотя участников было много. В 2022 году 524 страницы. Получилось 5042. Оказывается, я еще первый том примерно столько же не добавила. Получается примерно 5500 страниц. Вот мы опубликовали столько, а сколько участвовало студент молодежи, вот перечислить я не успела. Да, сколько же было. Ну, судя по объему изданного, это не менее 1000 человек, разумеется. Это одних только студентов, плюс еще каждому студенту добавляется их научный руководитель в обязательном порядке. Далее, следующий слайд. Итак, надо отметить, вот наш Аргуновский год продолжается в самых различных площадках. В Татинском улусе проводили у себя, а вчера они приехали большой командой в Национальную библиотеку города Якутска и отметили столетие нашего Ивана Александровича Аргунова, своего земляка. И при этом они приехали, как вы знаете, официальная дорога закрыта через реку Лену. Они ночью приехали, чтобы не попасться под какие-то санкции. Тем не менее, акция удалась. Мы им вот все наши 10 томов подарили. Вот Анна Константиновна Белюкина, вот стоит направо, нашу, весь набор наших публикаций. Кто здесь стоит? Вот Анна Константиновна Белюкина, вот направо, она директор Улусной библиотеки Татинском улусе имени Ивана Александровича Аргунова. Далее, значит, я. Далее, значит, вот с краю слева стоит генеральный директор Национальной библиотеки Республики, значит, Саргалана Максимова, она кандидат исторических наук и сейчас главный публикатор наших изданий. Они полностью ее готовят, публикуют, размещают в своем сайте и e-library. А посередине стоит ваша сотрудница сектора этносоциологии Акулина Егоровна Местникова, кандидат социологических наук, выходец
уроженка Татинского улуса и моя аспирантка, защитившая диссертацию. И здесь в ее лице я вижу живую преемственность традиций Ивана Александровича Аргунова. Татинский улус, социология, сектор этносоциологии. По 3 параметрам. Поэтому я сегодня с большой гордостью, радостью презентую эту фотографию. Далее. И вот, значит, вот это все наше добро тут разложено. Мы это подготовили в качестве сюрприза для наших татарских коллег. И действительно, это сюрприз удался. Далее. И вот хочу отметить, вот видите, это начало. 4 часа – это презентация, вечер памяти, посвященный Ивану Александровичу Аргунову, с татинским землячеством, начался 4 часа. Таков был состав. Следующий слайд. И к 8 часам, чуть пораньше, чуть назад, пожалуйста. И вот, а это к 8 часам вечера. Фотография. Вот представляете, какой процесс пошел? 4 часа даже было меньше, чем 8 вечера. Вот как раз вот сидит Васильев, как раз он был участником от начала до конца. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. И вот так вот. Вот человека уже нет на этом срединном мире уже 34 года. А земляки, минуя все природные, естественные препятствия, добрались до Якутска и организовали такое прекрасное мероприятие. Плюс еще с нарастающим, как сказать, энергетикой. Где мы такую конференцию вы видели? Так, и в конце, последний слайд, пожалуйста. И вот я получила благодарность от Татинского улуса за увековечивание памяти Ивана Александровича Аргунова. Для меня это очень дорогая благодарность. Вообще нам, ученым, очень приятно получать благодарности от улусов, от поселения, от конкретных сообществ людей. Это признание. Иван Александрович Аргунов всегда говорил, что социолога кормят ноги. То есть нам необходимо быть ближе с нашим народом, с нашими поселениями, знать, изучать их чаяния, их интересы и стать живым каналом трансляции, аргументированной трансляции для тех, кто принимает управленческие решения. Сейчас я хотела чуть-чуть подискутировать с научным руководителем ИГИ и ПМНС, который сказал, что социологи там обслуживают какую-то там власть. Мне это лично абсолютно не понравилось. Это чисто эмоционально. А так я научно могу сказать, что было понятие ДСП для служебного пользования. Многие наши труды были подготовлены именно под грифом ДСП. Я защищала и диссертацию под ДСП, даже отклоняли несколько раз, пока не закрыли, не публично. То есть это время, которое имело, с одной стороны, знание о реальном положении вещей для принятия решений. С другой стороны, публично эти знания не транслировались. Поэтому сказать, чтобы мы социологи когда-либо кривили душой, я бы лично абсолютно не приняла это хотя бы как минимум за свой счет. Наша наука тем и жива, и тем она и ценна, но в то же время она и гонима тем же, что она стремится стоять на научной основе, и поэтому методология коренных ученых для нас сейчас становится крайне необходимым. Мы должны сейчас рассуждать не с позиции государственных интересов, не с позиции какого бы то ни было уровня власти,
Мы должны строить свои научные изыскания на методологии коренных ученых, и наша цель – облегчить, хотя бы облегчить жизнь тех, кто доверяет науке, научным работникам. Это мое, значит, сегодня завершающее выступление по данной теме, но у меня есть маленькое предложение еще. Это значит, мы работали в другом здании, принадлежащем сначала главным этим экономистом в главном здании, потом геологом в другом здании. Сейчас у вас собственное здание ИГИ и ПМНС. Предлагаю на фронтоне установить памятную доску имени Ивана Александровича Аргунова. Он этого заслуживает, как никто другой, потому что он победитель, потому что он единственный корреспондент ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза. Он организатор социологической науки в Якутии. Он боролся за культурные ценности народов Якутии, за что и страдал, и был гоним. Я с ним была на защите в Новосибирском научном центре и слышала все, какие были несправедливые и с научной точки зрения неаргументированные нападения. Так что он был защитником своего родного народа, и историком, и педагогом, и государственным деятелем. Такого сочетания научного работника ИГИ и далее вот ИАЛИ, и далее ИГИ и ПМНС, я думаю, единицы, работавших здесь. Поэтому, уважаемые организаторы конференции, прошу рассмотреть мое предложение. И всех благодарю за внимание. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Мы обязательно внесем ваше предложение в резолюцию. Напоминаем, что у нас есть резолюция нашей научно-практической конференции. Также хочу отметить, что аргуновские чтения действительно являются интересной площадкой для интеллектуальной дискуссии молодежи. И я считаю, что между нашим сегодняшним мероприятием и аргуновскими чтениями есть такая непосредственная связь, которая выражается не только в увековечении памяти Ивана Александровича, но и в структуре наших мероприятий, поскольку мы, так же, как и вы, решили, что нам желательно послушать всех. И у нас тоже все слушают всех. Да. А теперь хочу предоставить слово Елене Гавриловне Маклашовой. К сожалению, Юрий Владимирович сегодня не может присутствовать. Вопрос можно? Да, если есть вопросы, давайте вопросы. Вопрос и ремарочка. Так, во-первых, конечно, благодарность большая Ульяне Алексеевне за то, что она проводит аргуновские чтения, является одним из организаторов, или самый главный организатор, скажем, для точности. Но очень правильные вещи она сказала, что мы научные исследования должны проводить на опыте, и я ее поддерживаю в том плане, что неправильную позицию выразил наш уважаемый Анатолий Николаевич. Я так поняла, да, Ульяна Алексеевна, что действительно мы же проводим исследования не по заказу и не, как сказать, по желанию наших государственных структур, которые соизволили, ну, допустим, выражает мнение, а может быть, вопреки мнению государственных структур, мы проводим, по крайней мере, внебюджетные исследования. И они основываются на опыте, в первую очередь, наших коренных народов, в том числе якутского населения, да,
исследователей наших предыдущих поколений. Вот в честь Ивана Аргунова, Ивана Александровича мы проводим не зря конференцию такого масштаба. И те люди, которые стояли у истоков социологической науки, в частности, и Феодосий Семенович Донской, вот хочу сказать молодежи, может, некоторые не узнали, не знают, и это самое, ну, как бы не информировано о том, что на днях имя якутского алмаза было присвоено Феодосию Семеновичу Донскому, а Феодосий Семенович Донской, он так же, как и наш легендарный Иван Александрович, они стояли у истоков журналистики и являются легендой якутской журналистики. По этому поводу я бы хотела, чтобы, допустим, нигде я не нашла, но мне казалось всегда, потому что я как дочь известного журналиста, как сама член Союза журналистов России, почему-то у меня в памяти было такое предположение, и я была уверена в том, что существует улица имени Ивана Даргана Аргунова Макаровна, в пожалуйста, этом. вы могли бы сформулировать свой Да, вопрос? я хочу вот спросить, да, я сформулирую. Улица имени Ивана Аргунова в Таттинском улусе есть или нет? Потому что вот национальная библиотека у них есть. Это самое, улица есть или нет? Меня этот вопрос интересует. Здесь как раз присутствует из Таттинского улуса вот Бирюкина, да, Анна Константиновна, я видела. Ага. Кто-нибудь может ответить, еще там Сивцева, я сейчас видела Изабеллу Александровну. Ответьте, пожалуйста. День добрый, уважаемые участники конференции. Да, в Таттинском улусе нет такой улицы таким названием, да. Так, тогда я прошу в рекомендациях, в резолюции, пожалуйста, давайте вынесем решение сегодняшнее коллегиальное о том, чтобы присвоить улицу, одну из центральных улиц, там строится все-таки так-то, может быть, есть на новостройке, вот где-то в каком-нибудь Нет, новом хорошо, но квартале. есть улица на поселке Деберга, где он родился. Я ходила по да, этой в улице Деберге и есть. даже спала на этой В улице, Деберге в есть, да. гостях у родственников. Ну, ясно. В Деберге есть, в Итикёле в самом нет. Вот именно, я бы Можно хотела, что, ну, мне кажется, он достоин даже бы в Якутске улицу его именем назвать, но это было очень сложно. Мы по поводу Донского, вот я делюсь опытом с Татьяной Ивановной, мы даже по поводу Донского выходили и не смогли этот вопрос преодолеть, потому что Хорошо, это Даргана самое... Макаровна, мы рассмотрим Вот этот этот вопрос и вопрос. включите о том, чтобы ваше предложение в резолюцию. А сейчас я хочу предоставить слово Елене Гавриловне Маклашовой. Она кратко представит доклад Юрия Владимировича, который представил свою презентацию на нашу конференцию на тему «Концептуальная специфика теоретико-методологических оснований и результатов исследований Новосибирской научной этносоциологической школы». Включите, пожалуйста, презентацию. Да. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что вы присоединились к нашей конференции. Ну, прежде всего, хотелось бы перед началом презентации Юрия Владимировича Попкова поблагодарить Ульяну Алексеевну и Анну Викторовну, чьи доклады у нас представлены были именно в пленарном заседании, поскольку имеют прямое отношение к Ивану Александровичу. И наши небольшие презенты от имени Института гуманитарных исследований Ульяне Алексеевне и Анне Викторовне. Но Ульяна Алексеевна действительно это самый первый ученик Ивана Александровича, который продолжает его дело. И у Ульяны Алексеевны есть своя школа уже по социологии, она активно в этом плане работает. Мы очень рады тому, что мы сотрудничаем вместе, да, с Ульяной Алексеевной и поддерживаем все проекты, связанные по
социологическим исследованиям в Якутии. Вот история Якутии в 3 томах. Ульяна Алексеевна, разрешите, да, представить вам в электронном виде, хотя бы, да, такая махонькая, но чтобы вас агики, студенты ли вы сами пользовались, поскольку студенты же все равно всегда обычно в цифровом формате, сейчас модно, вручаем. Спасибо. Ну и, конечно же, Анна Викторовна, это действительно наша кафедра, становящаяся уже практически родной. Мы постоянно присутствуем на защитах, да, это кафедра социологии. Вот, Анна Викторовна, вам тоже. Спасибо. Вот такое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Приняли участие. Страниц не знаю. Итак, кратко. Юрий Владимирович действительно вчера написал и попросил представить его доклад. Почему? Надо сказать, что все-таки Новосибирская школа имеет прямое, наверное, отношение, да, к нашему институту. И вот в своем докладе Юрий Владимирович как раз так. Следующий слайд можно? У меня вот не проходит. Ага. Как раз вот говорит, что знакомы они были достаточно давно, ну хотя, конечно, немного общались, но больше плотно взаимодействовал Иван Александрович именно с Владимиром Ивановичем Бойко, который был в то время руководителем Новосибирской этносоциологической школы с конца 60-х, начала 90-х. Ну и вот Юрий Владимирович говорит, что все-таки, наверное, то влияние в теоретическом, наверное, практическом изучении отразились в книге Ивана Александровича о социальном развитии якутского народа. На тот момент была особая специфика подхода новосибирцев, это концентрация на проблемах социально-демографических, социально-профессиональных, этнической структуры, ну, конечно, миграции. Следующий слайд. Вот здесь вот вводные некоторые замечания, публикации по темам. Да? Следующий слайд. И вот немного об институциализации Новосибирской школы. Вы видите, что в 1966 году вот был образован Институт истории и философии СОРАН во главе с академиком Окладниковым. Сам сектор по изучению народов был создан в 1968 году. И здесь написаны те методы, которые были использованы, это прежде всего статистика, и потом они с 70-х годов подключили математические методы. С 91-го года вот у них существует сектор национальных исследований. Следующий слайд. Парадигмальную основу на данном слайде вы видите. Значит, здесь комментирую в таком плане, что все-таки основой парадигмы школы социологии Новосибирска это является социальное взаимодействие. Ну, и они его изучают в делико-материологической интерпретации, в системно-генетическом измерении, в единстве синхронных и диахронных связей, ну, пространственно-временных. Также говорят, что обобщенным объектом анализа является именно этнический феномен, как объективное явление в его социальном измерении. Ну и основными субъектами, этносоциальными субъектами это этнически маркированное социальное образование и отдельно народы. Пожалуйста, далее. Основные телекомметологические основы, используемые Новосибирской школы, это процессуальный подход, реализуемый в понимании общества на разных уровнях его организации, то есть изучают этносоциальные процессы, ну и системы, продукты взаимообусловленные, взаимосвязанные, развитие этносоциальных субъектов взаимообусловлены. И также используют всемирный исторический контекст. Далее, пожалуйста. Ну и, наверное, вот к основным научным результатам, научным концепциям, которые на данный момент имеются в школе этносоциологии наших новосибирских коллег. Это вот этносоциализация, вы видите, да, исходит она из концепции всемирной истории. Здесь говорится о том, что имеется этнокультурная неоднородность цивилизации, что действительно они акцентируются на этносоциальных процессах. И
также говорят о взаимообусловленности цивилизационного и этносоциального развития. Далее. Вот разработан социокультурный подход. Он базируется на двух интерпретациях. Это эвалюативном, основан на аксиологической концепции культуры, и рефлексивный, основан на понимании развития общества как процесса рефлексии культур. И, конечно же, этот концепция этнокультурного неотрадиционализма, как рефлексия внутренних и внешних условий развития этнокультур в единстве синхронном и диахронных связей. Следующее, пожалуйста. Теоретические результаты работы школы этносоциологии в Новосибирске. Значит, разработаны теорико-методологические и методические основы социокультурной динамики международных сообществ и ее мониторинга, обоснованные коллективные права этнических сообществ как необходимые условия поддержки этнокультурного разнообразия, развития отдельных этнических культур и атрибут национальной политики. И вот далее вы как раз можете, следующий слайд, пожалуйста, на примере, следующий слайд, на примере вот Новосибирска осуществлена эмпирическая апробация как раз-таки вот теоретических заделов уже имеющихся, с диагностикой состояния, динамики реальной этносоциальной ситуации. Полученные результаты, они используют как раз органами власти муниципального уровня в практической работе. Как вы видите, вот здесь на слайде некоторые основные акценты этой концепции представлены. Значит, рассматривается вот проблема мигрантов, о том, что все-таки поддерживается тезис о многонациональном сообществе и о том, что идентичности не противопоставление и замещение, а взаимодополняемы. Далее. На этом слайде вы видите то, что характерно для Новосибирской научно-социологической школы. Ну, это единство теорико-методологических разработок и эмпирических исследований. Имеются различные формы кооперации с коллегами из других регионов. И вот с 95-го они ведут международный семинар, сотрудничают с органами власти по разработке нормативных документов. Уже говорилось о концепции устойчивого развития города Новосибирска. С 2006 года у них постоянная международная школа молодых этносоциологов. Ну и вот выпуски сборника «Этносоциальные процессы в Сибири». Также имеются, безусловно, аспиранты. Вот далее на слайде следующем эмпирическая база всех экспедиций. Посмотрите, какая она широкая, в том числе и зарубежные страны. Ну и на последующих слайдах вы увидите, можно их пролистать, понемножку, да, вы увидите вот основные результаты Новосибирской школы этносоциологии, да, в виде вот таких монографий, которые вы можете найти на сайте Института философии и права. Следующее можно, да? Угу. Угу. Вот, вкратце небольшой такой вот, не знаю, как комментарий, наверное, назвать, скорее всего, к докладам Юрия Владимировича, который он представил. И, может быть, Светлана Мадюкова здесь находится, что-то, может, она докомментирует, поскольку вот я буквально вкратце, если есть. Нет, ну. Спасибо, Елена Гавриловна. Конечно, Юрия Вадимовича мы знаем как методолога. Я думаю, методологически мы вообще с Новосибирской школой не так далеки и постоянно являемся участниками методологических семинаров, организованных Юрием Владимировичем. Поэтому будем дальше сотрудничать и работать, думаю, вместе на благо развития социологии. Да? А сейчас Елена Гавриловна представит свой доклад пленарный «Теоретико-практические аспекты и результаты реализации проекта Республика Саха-Якутия и большие вызовы, социальное самочувствие, мобильность и стратегии адаптации». Еще раз спасибо. Презентацию, пожалуйста, включите. Ну, здравствуйте, уважаемые еще раз коллеги. Разрешите теперь к своему докладу приступить. Ну, начиная свой доклад, сейчас хочу отметить обусловленность, наверное, выбранной нам темы. Это прежде всего научные результаты, конечно, Ивана Александровича Аргунова, столетие которого мы отмечаем в декабре. Ну, он по праву считается первым якутским социологом и организатором социологической науки в Якутии. И впервые в якутской историографии им проанализирован процесс формирования социального образа жизни отдельно взятой этнической общности, отработан дифференцированный подход к исследованию жизнедеятельности отдельного народа Якутии.
Ну и, конечно, второе – это наличие самостоятельного направления по социологическим исследованиям в рамках Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, который возглавляется одной из последователей Ивана Александровича, это Ванда Борисовна Игнатьевой. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Мгм. Ну вот вы видите на этом слайде, что с 2004 года, с момента, так скажем, воссоздания сектора этносоциологии в институте под руководством Ванды Борисовны выполнено вот, научное исследование в рамках государственного задания, это основные наши темы, без учетов грантов и других внебюджетных. Так, далее. Мгм. Ну, основной акцент в исследовании был сделан именно на анализе этносоциальных процессов, понимаемых в широком смысле как процесс развития и функционирования этнических групп и функционирования отдельных социальных групп в условиях национального региона. Пристальное внимание в секторе всегда отдавалось изучению изменениям таких этнических изменениям и положений таких этнических групп, как саха, русские, коренные малочисленные народы Севера, таких социальных групп, как молодежь, дети, мигранты, городское и сельское население. Традиционно ключевыми проблемами для изучения являлись занятость, межнациональные отношения, коллективы этнической идентичности, безусловно, демография, адаптация. Ну вот, в частности, в ходе последнего НИР установлены, на дальнем слайде они видны, основные особенности и тенденции современного социального развития. Это и уязвимость аграрных экономик коренных народов к изменению социоприродной среды, это и неравенство в доступе к основным социальным ресурсам по типу поселения, это и существование дрейфа идентичности, конкуренция трудовых мигрантов и местного населения за рабочие места, высокая значимость политики по поддержке этнокультурного многообразия, гармонизации межнациональных отношений и низкая реализация на местах, это рост зависимости социальных процессов от уровня информатизации сфер жизни. Коммуникация становится как бы одним из важных социальных институтов, влияющих на перспективы социальной мобильности. В целом, наши последние исследования позволили аргументировать тезис о множественности современности применительно к социологической реальности Российской Федерации на эмпирическом материале Республики Саха-Якутия и развить и поддержать сегодня идею о множественности подходов к их урегулированию в существующей системе нациостроительства и упрочнению многоэтнической гражданской нации в стране. Следующий слайд. Мгм. В данном докладе, конечно, кратко остановимся на некоторых основных достижениях нынешнего проекта по изучению социального самочувствия населения полиэтнического региона. Ну и постараюсь кратко выразить наши корректировки с обоснованиями в отношении методологии изучения категории социального самочувствия. Прежде всего хочу отметить, что мы исходим из комплексного интеграционного подхода, включающего, конечно, методологические разработки Ивана Александровича. Нами учитываются и особенности историко-культурного, социально-модернизационного обоснования этничности. Поддерживаем тезис о множественности социальной реальности, исходим из социокультурного, структурно-функционального, институционального, мирсистемных подходов. В данном проекте задействованы и качественные, и количественные методы социсследования, использован стат-анализ, правовой контент-анализ, а также дискурс-анализ. Ключевой нашей авторской работы стала методологическая корректировка категории социального самочувствия в контексте особенностей этносоциальных процессов Якутии, выявленных нашим коллективом ранее. Следующий слайд. Ну, вот у меня еще есть такие небольшие зарисовки в виде картин к моим слайдам. И, ну, не скажу, что это прям прямые они, но такие, скажем так, немножко юморные, да, поэтому, ну вот здесь на слайде вы видите как раз-таки подходы к изучению социального самочувствия, да, которые, в принципе, у нас уже в России сложился большой комплекс методологии изучения, ну вот можно выделить основные 5 из них, да, это через изучение удовлетворенности человека различными сторонами своей жизни, через оценку личностью либо группы занимаемых социального положения, имеющихся компетенций, посредством рассмотрения соцсамочувствия как интегрального компонента, который отражается именно степень удовлетворенности потребностей и уровень притязания человека. Как фактор, воздействующий на все стороны личности и реакция именно на внешние перемены, ну, то есть такой индикатор адаптации. Ну и, безусловно, основным, наверное, через определение в рамках понятия именно социальное настроение, как мы все помним, да, введенные Жаном Терентьевичем.
ну, нисколько не дискутируя со складывающимися, так скажем, традициями же в области изучения соцсамочувствия, мы также говорим об его интегральном характере, основан на учете как объективных, так и субъективных факторов. То есть социальное самочувствие включает в себя многие аспекты взаимоотношений человека с обществом и отражает удовлетворенность личными жизненными условиями отношения к окружающей среде. Следующий слайд. Вот наше исследование дополняется предположением о взаимосвязи между социальным самочувствием и состоянием поддержки этнических ресурсов в полиэтническом обществе. Этнокультурный акцент изучения социального самочувствия особенности актуален именно для полиэтнических территорий, ну, которыми, известно, является Республика Саха-Якутия, где культурному многообразию уделяется важное значение. Ну, по нашему мнению, историческое совместное проживание народов и сформулированная культурно-социальная взаимосвязь должны как бы учитываться и измеряться при изучении социального самочувствия в полиэтнических регионах, ну и в целом, наверное, в стране. Итак, считаем, что социальное самочувствие должно включать эмоциональный срез, да, социально-экономический. И вот наш третий такой срез – это духовно-культурный. Но вот если эмоциональный срез, он включает такие нам известные все индикаторы, удовлетворенность жизнью, там, уверенность в будущем, социально-экономическое состояние, мы подразумеваем это оценка уровня, в целом уровня жизни, извините, пожалуйста, материального положения, состояния здоровья, ну и также полностью до таких окружающей среды, полностью оценка до состояния там, развития, социально-экономического развития района, там, региона, страны. А вот духовно-культурное состояние, по нашему мнению, должно уделяться также в отдельную группу индикаторов и предполагает изучение значимости там, этнических маркеров, там, языка, истории, территории, культуры, обычаев, традиций, традиционного образа жизни, их ценностей для индивидов, оценка государственной политики по этнокультурному развитию, гармонизации межсоциальных отношений. Ну, конечно же, личное участие в сохранении культуры своего народа, соблюдение культурных обычаев, традиций, знаний. Следующий слайд. Ну, вот в этой связи была разработана авторская методология нашего центра, скорректирована процедура социологического исследования. Ну, это, конечно же, ввиду пандемии. Да. Но вот опираясь на принцип достаточности, мы достаточно долго проводили отбор факторов, влияющих, которые мы будем изучать и которые влияют на социальное самочувствие. Были поставлены следующие условия. Значит, необходимость было учитывать пространственную географию, то есть возможность сопоставить данные и отразить региональные особенности развития. Второе это было, позволяют ли индикаторы увидеть динамику и обеспечить мониторинг, в том числе прокомментировать те или иные тенденции. Третье – это определить резервы развития, ну и, конечно же, учет больших вызовов. Но в результате разработана вот такая многоуровневая система измерения социального самочувствия. Вот видите, что выделили мы 3 уровня. Вот на первом уровне это вот жизнедеятельность будет это с точки зрения политико-правовой сферы, отдельно этнокультурной, социально-экономической, экологическую мы включили также. Но по показателям мы включили это доверие, идентичность, эмоциональное состояние, социальную удовлетворенность, инновационной готовности, материального состояния. Ну и, конечно же, проблемы основные, вызовы, те, которые сегодня существуют, были учтены. Это вот пандемия, неравенство, миграция. В ходе подготовки программы исследования и методологии обсуждения принято было решение о сочетании, конечно, количественно-качественных методик изучения. Разработана общая программа исследования с 2 этапами. Это первый этап был массовый анкетный опрос населения, а второй этап – это конкретно социологическое исследование по тем или иным индивидуальных темам. Для массового опроса было избрано не сплошное обследование, многоступенчатая выборка, это зональная по месту проживания, квотная, полувозрастная. Была у нас апробирована смешанная процедура проведения полевых исследований, которая как раз-таки показала свою состоятельность. Это был интернет-опрос, face-to-face опрос и опрос с привлечением корреспондентов. Но что, конечно, потребовало от нас постоянного контроля над ходом сбора первичных данных. Можно следующий слайд? Ну вот небольшая выборка. Кратко, да, вот вы видите, что какие процедуры были, и сегодня у нас уже есть 1365 респондентов, вот вы видите по зонам распределения. Ну и, конечно, остановлюсь на тех результатах немного. На основе данных
кросс-трабуляционного анализа, фиксирующего существующую сегодня связь восприятия этничности на индивидуальном уровне и на некоторых показателях психологического состояния, социального положения и духовно-культурного развития. Можно слайд, пожалуйста? Ну вот вы видите по состоянию, эмоционально-психологическому состоянию и уровня этнической идентичности. В принципе, у нас имеется небольшая, так скажем, достаточно видная связь о том, что все-таки люди, которые никогда, скажем так, не забывают, но помнят о своей национальности, своей этнической идентичности, они находятся в более высоком эмоциональном подъеме, да, чем те, которые ну, как-то не задумываются о своих этнических корнях. Следующий слайд. Вот здесь будет взаимосвязь между своим социальным положением, ну, вот, и уровнем этнической идентичности. Тоже вот вы видите, что есть вот накопительные проценты, тоже вы видите некоторые, ну, имеется некоторая взаимосвязь о том, что все-таки люди, которые поддерживают свою культурную традицию, но помнят о своей, ну, имеют позитивную этническую идентичность, да, они достаточно в большей степени чувствуют удовлетворенность тем или иной жизненной, в целом жизнью и своим социальным положением. И следующий слайд. Здесь будет да, представлены некоторые отношения к межнациональным, состоянию межнациональных отношений в республике, да, и вот тоже уровнем этнической идентичности, да. Вы видите также, что позитивные оценки в основном ставят о состоянии межнациональных отношений те, которые действительно чаще ну, помнят о своей этнической идентичности, помнят о своей национальности, нежели те, которые, в принципе, редко задумываются над ней. Ну, следующий. Здесь вот также представлены в отношении состояния родного языка, такие же. И последний слайд. Ну и вот ключевым выводом, да, немножко завершу свой доклад, да, этим ключевым выводом. Так вот, вы видите, что языковое этническое многообразие, активное социальное конструирование, несбалансированность модернизации, транзитарность российского общества, взаимовлияние культуры и общественного развития, региональные особенности, они обусловят заключить, что социальное самочувствие все-таки это многосоставной показатель, который измеряется именно на эмоциональном уровне, на социально-экономическом и духовно-культурном. И, в принципе, можно сказать, что установлена взаимосвязь между социальным самочувствием, уровнем восприятия этнокультурной идентичности и состоянием поликультурной среды. Ну и вот такой вот небольшой, наверное, вывод о том, что социальное самочувствие – это оценка состояния самосознания общества, группы личностей именно в исследуемый период здесь и сейчас, выступающим многосоставным показателем, отражающим восприятие группой, индивидом или индивидом окружающей среды, вот в том числе политической, социальной, экономической, культурной и экологической, включенность в эту среду и определяющей стратегии их адаптации, которые показывают устойчивость социальных отношений и социального процесса, влияет на тренды и в целом перспективы развития политического региона. То есть вот на такой небольшой картине мы можем показать, что все-таки это действительно соцсамочувствие здесь и сейчас. Вот видите, что разные могут быть социальное самочувствие в данный период восприниматься людьми. Спасибо большое. Может быть, есть вопросы или комментарии небольшие? Если нет, тогда мы на этом завершаем нашу пленарную часть. И я хочу сразу же передать слово модераторам на нашей научной сессии Ермолаеву Терентию Степановичу, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Центра этносоциологических исследований, и Томаске Алене Георгиевне, научному сотруднику Центра этносоциологических исследований. Пожалуйста. Мы сразу продолжаем, да? Да. Без никакого перерыва. Хорошо. Значит, мы приступаем к основной части. Я так понял, конференции, да, после пленарного заседания. У нас запланировано до конца рабочего дня порядка 13 докладов, 13 выступлений. Регламент работы следующий. На доклады предоставляется 10 минут. И ответы на вопросы где-то порядка до 5 минут. Я прошу всех
докладчиков, выступающих строго придерживаться регламента, потому что я посчитал, пока время было. Оказывается, мы должны работать в порядка 3 часов на 13 докладов, понимаете? А это будет уже 7 часов вечера по местному времени. И поэтому, ну, это понятно, и поэтому вот нам нужно было это самое строго придерживаться доклада. Точнее, регламента выступления, хорошо? Так, ну, первое слово предоставляется Оксане Петровне Коломиец, кандидату исторических наук. Она представляет Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт имени выдающегося советского геолога Николая Алексеевича Шила. Это дальневосточное отделение Российской академии наук, город Анадырь. Тема выступления – текущая этнодемографическая ситуация на Чукотке. Оксана Петровна, вы находитесь в эфире? Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Пожалуйста. Спасибо огромное за приглашение. Поучаствовать в вашей конференции очень приятно, очень почетно. И рада вас всех видеть. Будьте добры, презентацию, пожалуйста, запустите. Свой доклад о текущей современной этнодемографической ситуации в Чукотском автономном округе я бы хотела начать все-таки с конца 80-х годов, чтобы вы понимали о том, насколько изменилась за 30 с небольшим лет этнодемографическая ситуация в нашем регионе. Слайд, пожалуйста. По данным Всероссийской переписи населения 1989 года в Чукотском автономном округе проживало 163 934 человека. Никогда больше за всю историю существования Чукотского автономного округа столько людей на Чукотке не проживало. Отмечалось преобладание мужчин среди занятого городского населения. Следующий слайд, пожалуйста. Значительная доля прироста населения обеспечивалась притоком извне. Для городского населения Чукотки были характерны высокая мобильность, низкая приживаемость, что было связано с недостаточной социальной инфраструктурой. Пришлое население было в основном сосредоточено в крупнейших городах, таких как Анадырь, Певек, и рабочих поселках Провидения, Гвикинот, Билибино и приисковых поселках Вальтуме и Красноармейске, имеющих повышенный уровень благоустройства по сравнению с сельскими поселениями. Будьте добры, следующие слайды. Согласно учету на начало 1987 года в сельской местности Чукотки, следующий слайд, проживало 13 579 человек из числа коренных малочисленных народов Чукотки. И постепенно количество коренного населения росло. Большинство чукчей находились в Чукотском и Анадырском районах. Значительная часть эвенов проживала в Билибинском и Анадырском районах. Чуванцы жили главным образом в Анадырском районе, а эскимосы в Провиденском, Чукотском и Ультинском районах. И такая структура расселения коренных жителей Чукотки сохранена и до настоящего времени. В середине 80-х годов 20 века процесс урбанизации, охвативший коренных жителей, усилился. А так в центре округа в городе Анадыре чукчи, чуванцы, эвены, эскимосы стали составлять заметную часть населения. А в черте города, без пригородного села Тавайван, в конце 80-х годов проживало около 900 коренных жителей. Относительно большая группа городского населения также образовалась в бухте Провидения. Там, по данным конца 80-х годов, проживало 202 коренных жителя, а в 87-м 229. В конце 80-х годов все сельские населенные пункты, где проживало коренное население, были смешанными по национальному составу численностью от 400 до 1500 жителей. В них было много приезжих,
людей из числа русских, украинцев и представителей других национальностей, в целом социальная структура коренного местного населения в эти годы сблизилась со структурой приезжих. Незначительное количество коренного населения наблюдалось лишь в горнодобывающей промышленности. Механический прирост населения, вот пусть этот слайд останется, да. Механический прирост населения на Чукотке начал падать с 1983 года и стал отрицательным уже по итогам 1987-го. И именно с этого времени начала меняться этническая структура населения. Процент пришлого населения неуклонно уменьшался, а коренного возрастал. Однако даже самые смелые прогнозы начала 90-х годов оказались слишком оптимистичными для Чукотки. Отток населения с Чукотки принял необратимый характер. И в 1996 году Чукотский автономный округ был на первом месте по темпам снижения численности населения и составлял 5,6% из-за продолжающегося выезда жителей в основном в центральную часть России. В 1997 году отрицательный миграционный прирост составил уже более 4000 человек. На 1 января 1998 года численность населения Чукотки уменьшилась до катастрофической цифры 89 936 человек. В начале 2000-х годов численность населения Чукотки стабилизировалась, потеряв более 2/3 его жителей. Основной проблемой демографического развития региона является продолжающийся на фоне естественного прироста населения миграционный отток. Наличие миграционного оттока, превышающего естественный прирост, привело к снижению среднегодовой численности населения за период с 2002 по 2017 годы с 55 тысяч человек до 49 тысяч человек. Лишь в 2018 и 2019 годах наметился миграционный прирост населения, и численность населения округа немного увеличилась. В 2020 году вновь наблюдалась отрицательная динамика миграционных процессов – минус 760 человек. Статистические данные Главного управления здравоохранения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа, характеризующие демографические показатели коренного населения с 2001 по 2006 годы, демонстрируют, нет, предыдущий слайд оставьте, пожалуйста, демонстрируют некоторый я жду, пока вот напишет рост рождаемости естественного прироста. Медико-демографических показателей по коренным малочисленным народам Севера, и поэтому мы современную статистику уже видим только по всему населению Чукотки. Так вот, согласно статданным в 2021 году на Чукотке наблюдалась естественная убыль населения. Основные причины сокращения числа коренных жителей Чукотки – это проблема с естественным приростом на фоне высокой рождаемости и смертности. При этом в период между переписями 2002 и 2010 годов доля детей в возрасте до 14 лет сократилась у чукчей с 31,7% до 28,8%. Падение рождаемости связано со сменой традиционных установок на многодетность, снижением брачности и увеличением доли неполных семей. Хотя чукчи, эскимосов, эвенов и юкагиров демографы относят к группе с повышенной рождаемостью. На демографическую ситуацию оказывает влияние и увеличение числа смешанных браков. Следует отметить, что несмотря на снижение рождаемости у коренных жителей Чукотки, ее темпы все-таки выше, чем у приезжего населения региона. Рост показателей смертности на Чукотке обусловлен изменением возрастной структуры жителей, так как в 90-е годы округ покинула значительная часть трудоспособного населения. Увеличился рост доли коренных жителей в структуре общей смертности. Например, в 2001 году на долю коренных жителей приходилось 45,6% всех смертей на Чукотке. Чукотка из года в год лидирует в антирейтингах по уровню смертности трудоспособного населения, по уровню алкоголизма и смертности от воздействия алкоголя. Согласно исследованиям ученых, на Чукотке доживает до пенсии каждый 104-й взрослый. По данным 2021 года, Чукотка стала регионом-лидером
по уровню смертности населения трудоспособного возраста в России. 890 человек на 100 тысяч населения. Ситуацию, связанную с алкоголем, усугубляют суровые климатические условия, удаленность, изолированность, трудодоступность чукотских сел, безработица среди сельского населения, перекосы в снабжении сел, при малом ассортименте продуктов питания и промышленных товаров в магазинах изобилие алкогольной продукции. Также существует нелегальный рынок алкоголя, превышающий объемы лицензионной торговли. И физиологические особенности коренных жителей Чукотки, способствующие ускоренному формированию алкогольной зависимости. Также, к сожалению, у нас налицо несовершенство наркологической помощи населению. Следующий слайд. Продолжительность жизни коренных народов значительно ниже общероссийских и региональных показателей, хотя в последние годы она выросла с 59 лет до 64. Кроме того, в регионе наблюдается негативная динамика по заболеваемости туберкулезом. Итак, в 2017 году наблюдалось увеличение смертности от этой болезни по отношению к 2012 году в 2,2 раза. В 2018 году смертность от туберкулеза составила уже 18,2 на 100 тысяч человек. В 2020 году от туберкулеза на Чукотке умерло 10 жителей. Следующий слайд, пожалуйста. Специалисты связывают эту ситуацию прежде всего с влиянием медико-социальных факторов, так как основной контингент умерших – это люди, которые не обращались за медицинской помощью даже в период тяжелого течения заболевания. Для изменения ситуации в округе необходимо усиливать работу по регулярным осмотрам населения округа на туберкулез, дальнейшему оснащению медицинских учреждений новым медицинским оборудованием. Кроме того, вызывает недоумение, почему до настоящего времени не восстановлен противотуберкулезный диспансер как самостоятельное лечебное учреждение, учитывая неблагополучную ситуацию по заболеваемости туберкулезом в регионе. Еще одна серьезная проблема для территории Чукотки – это распространение ВИЧ-инфекции. Развитие эпидемии ВИЧ в целом в Российской Федерации привело к ухудшению ситуации на Чукотке из-за происходящих у нас миграционных процессов. Превышение среднеокружного показателя по ВИЧ-инфекции отмечается среди жителей Анадыря, Чукотского района, города Певека. Для территории Чукотки прогноз в отношении ВИЧ является неблагополучным, особенно для национальных сел, в которых ситуация еще хуже, чем в городах. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на следующих двух слайдах вы увидите динамику численности городского... Да-да. У нас со временем проблемы появляются. Вы заканчиваете или еще? Хорошо, Сколько вам предоставить? Ну, минутки 3-4. Сейчас я постараюсь. Хорошо, первому выступающему даем льготу. Спасибо. На вот этом слайде вы видите динамику городского и сельского населения Чукотки. Мы видим, что численность городского населения растет. В основном самый предпочтительный город для переезда – это, конечно, город Анадырь. Также вот следующий слайд, там показана среднегодовая численность постоянного населения в разрезе городских округов муниципальных районов. Посмотрите, пожалуйста. Что сказать, что в целом только численность населения Анадыря растет, и то, кстати, в 2021 году она тоже упала. Растет структура, меняется структура населения в городе. Сейчас доля коренного населения в городе Анадыре достигает уже 30%, то есть из примерно 15 тысяч жителей 5 – это коренное население. В основном люди, конечно же, переезжают из сел и поселков. Несколько слов хотелось бы еще также сказать о проблеме Института семьи и брака, потому что, конечно же, этот институт оказывает огромное влияние на демографические процессы. Следующий слайд, пожалуйста.
Еще в середине 80-х годов ученые обозначили серьезную социальную проблему, связанную с диспропорцией в полувозрастной структуре населения Чукотки. Особенно в этом смысле страдают оленеводы, потому что в оленеводческой среде самое большое количество мужчин-холостяков. Вот на этом слайде вы можете увидеть, вот я представила примеры, как представлена брачно-семейная структура вот в некоторых селах Чукотки. Останавливаться на этом подробно не буду. Сравнительно большой удельный вес в общем числе чукотских семей представлен одиночками, семьями, возглавляемыми женщинами без мужа. И, конечно же, этот показатель является примером некоторой неустойчивости семей на Чукотке. Ну, на проблеме смешанных браков останавливаться подробно не буду, скажу лишь одно, что по сравнению с советским временем проблема смешанных браков сейчас уже не так-то и актуальна, потому что большое количество приезжего населения выехало или продолжает выезжать из округа, особенно из национальных сел. И поэтому все больше национально-однородных браков в последнее время. Следующий слайд, пожалуйста. Вот вы можете увидеть статистику зарегистрированных браков на Чукотке и разводов. Кстати говоря, она показывает, что некоторое снижение как браков, так и разводов происходит на Чукотке. И последний слайд, он представлен текущей демографической миграционной ситуацией. Что можно сказать? В 2022 году численность постоянного населения снова несколько снизилась, а еще сейчас пришли итоги переписи населения. Количество жителей Чукотки упало на 2000. Также вот можете увидеть на слайде, что сколько у нас родилось и умерло человек в округе. Миграционная у нас ситуация такова, что наблюдается миграционная убыль, минус 328 человек, но конец года покажет, поэтому эта цифра может еще измениться. И современная этнодемографическая ситуация на Чукотке прояснится более-менее после публикации окончательных результатов всероссийской переписи населения. Хотелось бы посмотреть, как изменился национальный состав, но понятно и без полных данных переписи, что происходит значительное уменьшение количества постоянных жителей региона, интенсифицируется процесс урбанизации, нарастают негативные тенденции в медико-демографических показателях. Все это говорит о том, что текущие программы развития северных территорий, к сожалению, малоэффективны и объективно слабо работают. Для закрепления населения в целом и улучшения качества жизни коренного населения, в частности, на территории округа необходимо принятие долгосрочных, а главное действенных мер по оказанию социальной, медицинской и иной поддержки. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, вопросы есть какие-нибудь у коллег? Как онлайн, так и офлайн работаем. Нет вопросов? Оксана Петровна, у меня вот вопрос. Знаете, после вашего доклада хочется сказать, как вы там живете. Но Чукотский автономный округ, он является же лидирующим по Дальнему Востоку в плане вала внутреннего, по-моему, продукта, да? Вот интересно, что вот так получается, что у вас очень много социальных проблем. Тогда, получается, социальных программ как таковых не реализовано или денежных средств не хватает на реализацию таких социальных программ? Ну, что тут скажешь? Вот, Елена Гавриловна, понимаете, вот против статистики не пойдешь, да? Вот вроде бы все везде хорошо, а цифры говорят об обратном. Вот. Вроде бы валовый продукт за счет чего у нас? Это золотодобыча, да? То есть все-таки это частные инвесторы, и хотелось бы, чтобы на социальные программы, тем более на долгосрочные социальные программы, выделяли значительно большее количество средств, а главное, чтобы эти программы были более продуманными, что ли. Вот, допустим, на сегодняшний день, к сожалению, могу сказать, что вот столько всего сделано в округе, но ведь
нового наркологического диспансера так и не построили, понимаете? Вот для меня это показатель. Спасибо. Вот на него как-то средств не хватило. Вот, поэтому мне кажется, что очень много чего нужно делать, и как-то, мне кажется, наши программы все направлены все-таки там, ну, на 5 лет, на 10, а что будет с людьми там через поколение, мне кажется, об этом меньше думают. От этого все и проблемы. Спасибо. А можно вам- еще один вопрос? Вам не Можно еще кажется... вопрос? Ага, Пожалуйста, ну, еще вопросы. говорите, Можно что задать? хотите. Фатовна, Добрый день, Гульнара уважаемые Фатовна, коллеги. пожалуйста. Ага, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Оксана Петровна, скажите, пожалуйста, вот, а как пандемия COVID-19 сказалась на демографической ситуации в Чукотке? Ведь как бы логично рассуждать, что раз поселение очень так находится на расстоянии, на больших расстояниях друг от друга, наверное, люди меньше болели у вас, чем в целом по России каких-то густонаселенных регионах. Может быть, вы на самом деле как-то меньше потери понесли в этот период? Вот как ситуация на самом деле складывалась? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, ну, я думаю, что у нас в целом была более-менее благоприятная ситуация, потому что у нас вообще Чукотский автономный округ, он отличается таким, мне кажется, мы очень люди правильные, да, вот если нам сказали там, не ходить на работу, да, и сидеть дома, то есть все сидели дома. Вот. Изолированность сел тоже здесь играла на нас. Да? Смертность у нас, по-моему, вот я специально просто цифры вот уже не помню, мне кажется, самая низкая у нас, одни из самых низких показателей смертности от ковида у нас на Чукотке. Вот. И, в принципе, мне кажется, у нас вполне благоприятно с этим. Ну, кстати говоря, масочный режим-то снова возобновили у нас. Да. То есть вы, наверное, легче все-таки перенесли, да, получается? С меньшими потерями, скажем так. Да, эту пандемию. с меньшими, да. Гораздо с меньшими, У нас чем даже, Якутия. да, шутка была, входила между жителями, что не стоит, наверное, вообще пока с Чукотки выезжать там в отпуска, в командировки или еще куда-то, да, лучше пересидеть здесь. А как-то, может быть, это связано с уровнем медицины, здравоохранения у вас? Нет. Нет. К сожалению, мы были очень слабо готовы к пандемии. Ну, я имею в виду вот аппараты ИВЛ и так далее. То есть их уже по мере того, как там, подвозили, как говорится, по мере необходимости. То есть эта проблема была. Спасла, наверное, самое главное, жизнестойкость ваших коренных жителей, основного населения, да? И, скорее всего, то, что вы действительно оказались более дисциплинированы, чем якутское население. Да. Вот насчет дисциплины могу 100% сказать, что это было. А якутское население... Время у нас уже поджимает. Да, ну ладно тогда вообще. 5 минут вышло. Нет. Вопросы. Ну, можно Оксана один Петровна, огромное вопрос. спасибо за информацию. Очень интересный вопрос. Интересное выступление. Мы Спасибо двигаемся большое. дальше. Да? Ладно, я вам задам в чате, смотрите, я вам задам, Ольга. Хорошо, я прочту. Да, конечно. Я отвечу. Слово предоставляется Ирине Ивановне. Слово предоставляется Ирине Ивановне Подоницыной, доктору социологических наук, профессору. Она представляет финансово-экономический институт нашего университета. Тема выступления, тема доклада «Новые городские стили жизни населения столицы Республики Якутия». Добрый день. Прежде всего я хочу вернуться к главной сегодняшней теме, это столетию со дня рождения Ивана Александровича Аргунова, потому что я с ним вместе работала, и мы начинали вместе работать в первой социологической лаборатории, имеется в виду академической, в Институте языка, литературы и истории.
Это были 80-е годы прошлого века. И первые экспедиции по республике Саха-Якутия у нас состоялись в конце 80-х годов. Это была экспедиция, в которую я ездила с Егором Егоровичем Алексеевым, с Марьяной Бурцевой. Мы изучали проблемы миграции среди местного населения. И тогда же меня стала интересовать проблема стилей жизни населения. Это была еще советская эпоха, конец советской эпохи, период перестройки. И меня интересовало, что придет на смену советскому образу жизни, относительно монолитному советскому образу жизни. Появятся ли новые стили или субстили жизни, появятся ли новые социальные группировки в обществе. И я хочу сказать немножко о методологии. Это теория социального пространства Пьера Бурдье, это французский социолог, он был кумиром 90-х годов, кумиром, если можно так сказать, социологической молодежи. Мы очень увлекались его книгами. Если взять советскую Россию, то это Бестужев Лада, известный советский ученый, который провел исследования в СССР, и вот его выводы были совершенно нестандартны для советского времени. Ну, причем он работал еще до Пьера Бурдье, и он предложил творческую коллаборацию социологии и математики. Это одна из лучших коллабораций, которая отказывается от простых процентных распределений и заглядывает уже внутрь вот этой тотальной реальности и социальной жизни. И повторюсь, что еще задолго до французского ученого в советской России он стал изучать образ жизни населения, и в его первой лучшей книге «Социальные показатели образа жизни советского общества» он приходит к выводу, что советский образ жизни не так монолитен, как об этом писали представители марксистско-ленинской социологии, что внутри советского социума есть определенные группировки. Именно какие? Причем не монолитен даже рабочий класс, не говоря уже об интеллигенции. И тут я позволю себе провести такую параллель, опять-таки, с нашим известным ученым Иваном Александровичем Аргуновым, ведь в своих монографиях о Якутии он также позволял себе вот такие нестандартные выводы о том, что в советской Якутии вот происходят сложные внутренние процессы, и социум Якутии также неоднороден. Он об этом писал, и вот как бы развивая и продолжая эти исследования, значит, Бурдье, Бестужева Лады, Аргунова, мы, значит, стали заниматься изучением образа жизни. Первое исследование мы провели здесь, в ЕГИ, вот в этих стенах, где я сейчас нахожусь, в 2002 году. И наш, значит, научный отчет назывался «Многообразие образов жизни в Якутии». И я даже помню, что был весьма удивлен, значит, наш уважаемый директор Иванов, который сказал, может быть, вы измените название, вот как-то очень своеобразно звучит, многообразие образов жизни, а есть ли оно, это многообразие, в якутском социуме или нет. Но мы тогда вот стали настаивать на этом названии, и мы, значит, доказали, что уже в 2002 году в Якутии существовало 4 образа жизни. На начало миллениума модель жизни высшей городской экономической страты, модель жизни среднего городского слоя,
модель жизни базового городского слоя и маргинальный образ жизни. Вот эти образы жизни пришли на смену единому советскому образу жизни. Далее я продлеваю свои исследования, это уже идет 2011 год. Мы повторяем этот социологический эксперимент, снова делаем кластеризацию якутского социума, вводим новые блоки переменных, но это уже я работала в СФПУ, и такие переменные мы вводим, как соблюдение национальных традиций, приверженность родовому клану, культивирование традиционной семьи, ценностной ориентации, степень развития этнического самосознания и так далее. По результатам нашего исследования мы выделяем следующие образы жизни: патриархальный стиль жизни, индустриальный образ жизни, и он превалирует в Якутии, а также мы выделяем небольшой такой субслой, субстиль молодежи, которая настроена на миграции, на отъезд из Республики Саха-Якутия и даже за границу. Но этот слой небольшой, тем не менее он был выделен. Далее исследования 2017 и 2021 года. 5 экономических зон Республики Саха-Якутия, многоступенчатая стратификационная квотная выборка, кластерный анализ, метод К средних. Именно метод К средних позволяет сделать сплошную кластеризацию социума. И с помощью этого мы выделяем снова 3 слоя. Более подробно сейчас я скажу об этих слоях, потому что это последнее исследование. Итак, первое. Базовый городской стиль жизни характерен для большинства населения столицы республики. Фактически это среднестатистические якутяне. Зарплата, уровень дохода примерно 30 тысяч рублей, частота пользования интернетом 1 раз в неделю, ровное спокойное настроение, средняя степень участия в выборах и работе профсоюза, брачный статус, склонность к гражданскому браку. Дети имеются. Значит, на вопрос, почему не торопитесь вступить в официальный брак, неуверенность в партнере, далее отсутствие жилья и так далее. Значит, к чему стремится вот этот среднестатистический якутянин? Благоустроенное жилье, зарегистрированный брак, материальное благополучие, хорошее образование. Все это он хочет иметь в равной степени. Рыночные ценности его не интересуют. Иметь свой бизнес, иметь некую какую-то призрачную, непонятную свободу, он к этому не стремится. Вот четкие, понятные ценности, которые я перечислила. Значит, в основном в этот таксон оказались ассоциированными женщины, они чаще притягиваются к центру таксона, нежели мужчины. Средний возраст – это примерно 40-летние люди с высшим образованием. Второй таксон, он в 3 раза меньше первого, в 3 раза, но он принципиально от первого отличается. Это городской стиль жизни средних слоев. Ну, вот это как-то коррелирует с исследованием Татьяны Заславской «Москва». Ну и действительно, поскольку мы Россия, то вот эти стили жизни у нас похожи. Второй, значит, кластер – это зарплата 74-75 тысяч рублей, как видим, уже значительно больше, чем в первом. Интернет каждый день, то есть это уже цифровые технологии, действительно интересуются больше. Социальная активность, социальная включенность в социум очень высокая, общественно активны, выборы, профсоюз, вообще социальная жизнь. Далее представители, значит, этого кластера выделяют некие суперэго, к которым они стремятся иметь рядом близкого человека. Благоустроенное жилье – это ведущие специалисты, достаточно большая удовлетворенность жизнью, полностью довольны своей работой. Ну, что интересно, снова склонность к гражданскому браку. И в этой, значит, вот категории населения имеют детей. Это развитые такие средние городские слои,
можно сказать, это продукт перестройки, потому что вот когда мы начинали вот здесь в ЕГЭ исследования в 2002 году, вот этих городских слоев еще было мало, но сейчас они уже, вот эти средние слои, они увеличились. Теперь третий весьма малочисленный кластер. Модальная цифра дохода 150-140 тысяч, интернет каждый день, выгодная позиция в обществе. За счет умеренного оптимизма, позитивных оценок жизни, общественно активной, высокая социальная включенность в жизнь столицы республики, склонность к гражданскому браку опять. Так, значит, законный брак связывается с материальными и романтическими моментами. Как бы все признают склонность, все признают ценность традиционной семьи в, как бы, морально, там где-то ментально, но на деле склонны к гражданскому браку. Так, ну вот я говорю то, что у нас, значит, получилось. Но мы сейчас говорим о стиле жизни высшей городской экономической страты. Опять-таки, когда мы только начинали эти исследования, она была очень небольшой. Сейчас вот эта страта, она увеличилась. Это деятельные мобильные оптимисты, состоятельные мужчины, профессионалы. Они в социальной пирамиде занимают высшую позицию. Можно сказать, что это достижение Якутии, что в Якутии появилась и высшая городская экономическая страта, и в Якутии появились средние слои, но базовый слой по-прежнему велик. Я скоро подхожу к концу. И, значит, также мы провели факторный анализ, что является главными маркерами расслоения общества. Ну, есть такие ученые, допустим, как Ионин и другие, которые говорят, что сейчас культурологические вот аспекты расслоения превалируют. Но все-таки это не так. Экономическая составляющая является главной, и все-таки вот экономические критерии, они в основном влияют вот на расслоение социума. Кроме того, это критерии образовательные и компонента жизненных ценностей. Вот это основные маркеры расслоения общества. Ну, здесь мы уже сделали метод МГК, метод факторного анализа. Но в целом, заканчивая свое выступление, что мне хочется сказать? Вот мы начинали с 80-х годов, начинали вот с этих первых экспедиций. Нами руководил уважаемый Иван Александрович Аргунов, который придавал, конечно, большое значение вот этим эмпирическим исследованиям. Ну и можно сказать, что мы остались вот верны вот этим вот его социологическим взглядам. Эти исследования продолжаются. И теперь уже мы стали более грамотными в этих исследованиях. Теперь мы используем различные статистические программы, различные математические методики. Ну и пытаемся изучать социум Республики Саха-Якутия. Все. Спасибо, Ирина Ивановна. Очень интересный доклад. Действительно, очень богатый материал собран. И очень такой, я сказал, подробный анализ. Так, пожалуйста, Ольга Владимировна, у вас вопрос? Да, хотела задать вопрос. Выявили ли вы какие-то этнические особенности стилей жизни русского и якутского населения? Отличаются ли они чем-либо? Либо превалируют какие-то другие факторы, которые влияют на стиль жизни? Хороший вопрос. Но смотрите, в городе, конечно, мы опрашивали представителей всех национальностей, и такого особого вот различия в стилях, в образе жизни в городе не было замечено, потому что и в базовый слой входят представители разных национальностей, и в средних слоях тоже представители разных национальностей входят. Вот мало того, что вот когда мы изучали, скажем,
вот вводили такие компоненты, видите, мы же вводили компоненты, вот это второе исследование было 2011 года, здесь были и национальная культура, да, национальные традиции, и, значит, культивирование традиционной семьи и так далее. Но мы обратили внимание, что как в городе, так и на селе, как среди русскоязычного и русского населения, так и среди, значит, сахаязычного населения и саха, есть те, которые поверхностно придерживаются национальных традиций. И также были выделены кластеры, где люди вот очень четко, постоянно придерживаются этих национальных традиций. Но подавляющее большинство – это поверхностное. Такое среднее, иногда. Выделяли вопрос «иногда». Спасибо. Так, еще вопросы есть, коллеги? Так, ну, если нет вопросов, двигаемся дальше. Спасибо, Ирина Ивановна, большое. Слово для следующего доклада предоставляется Гульнаре Фаатовне Абдрахмановой, доктору социологических наук, главному научному сотруднику Международной научно-исследовательской лаборатории лингвистической экологии Арктики, которая базируется на базе, точнее, работает на базе нашего университета. Тема выступления – эволюция институционализации российской национальной школы на примере Саха и татароязычных школ Республики Саха-Якутии и Республики Татарстан. Пожалуйста, Гульнара Фаатовна. Спасибо. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, видна ли моя презентация? Видите ли вы на своих экранах мою презентацию? Пока не видно ее. Да, видим. На экранах видно. Видно? У нас просто на экране нет. Да, все видно. Видим. Вот сейчас видно. Так. Ага, все, да, можно? Ага, Да, хорошо. пожалуйста. Итак, прежде всего, уважаемые коллеги, мне хотелось бы проговорить, что мы имеем в виду под национальной школой. Мы придерживаемся советской традиции и понимаем национальную школу как учебное заведение, в котором ведется обучение на национальном, а не русском языке. Но надо сказать, что когда мы анализировали... Так, теперь у меня не листается. Ага. Ну, когда мы проанализировали официальные документы, мы обратили внимание, что само понятие вообще национальной школы не используется в документах. Например, в стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в редакции 2012 года говорится лишь об использовании языков в качестве средства обучения. Национальная школа не упоминается и в редакции этого документа 2018 года. Здесь уже тоже говорится об языках как средствах обучения, и я обращаю ваше внимание на сокращение числа таких языков, которые используются как языки обучения в национальных школах России. Категория национальная школа не употребляется и в официальной статистике. Здесь тоже, когда приводятся какие-то данные, говорится лишь об количестве языков, которые используются как средство обучения. То есть официальный дискурс избегает такой категории, как национальная школа. Кроме того, мы обратили внимание, что и в научном дискурсе не используется это понятие. Мы специально попытались и набрали в системе e-library слово «национальная школа». Нам практически не вывалилось никаких публикаций, в которых используются эти два слова. Зато ученые активно оперируют такими понятиями, как этнокультурная школа, этнокультурное образование, образование на родном языке. И еще мы обратили внимание, когда увидели все вот эти публикации, а их достаточно много, более 20 тысяч публикаций размещено в этой системе, мы обратили внимание на то, что в основном этой темой изучают национальную школу педагоги, психологи, крайне редко изучают ее социологи, занимаются этой темой. И мы не обнаружили ни одной работы, которая была бы выполнена в политологической перспективе. Поэтому мы попытались в нашем исследовании восполнить этот пробел и проанализировали национальную школу именно с точки зрения политологии.
Когда мы думали о дизайне нашего исследования, о методологии, о методах, мы обратили внимание, что современные политологи, российские отечественные политологи все больше обращают внимание на то, что сегодня в языковой политике участвуют не только органы государственной власти и управления разных уровней, но и многообразные акторы. Специалисты даже употребляют такой термин, как «новые говорящие», подразумевая под ними разнообразные действующие лица, которые обладают авторитетными позициями, способностью формулировать компетентные оценки и определять политико-языковую повестку. И вот для того, чтобы объединить вот этих многообразных акторов языковой политики, сегодня стали применять такую категорию, как языковой территориальный режим. Проанализировав научную литературу, в которой, их на самом деле таких публикаций не очень много, литературу, которая посвящена языковым территориальным режимам, мы сформулировали свое видение этого понятия в отношении национальной школы. Для нас языковой территориальный режим – это система идей по вопросам использования национальных нерусских языков как средств обучения и действий в отношении национальной школы, построенных на пересечении интересов правящих и неправящих акторов. Но под правящими акторами мы понимаем как раз государственную власть, а неправящими акторами для нас стали родители и педагоги, которые так или иначе влияют вот на языковой территориальный режим в отношении национальной школы. И все это, все вот эти вот действия, идеи, на наш взгляд, приводят к становлению национальной школы как института в поле политики. В нашем исследовании мы опирались на принципы исторического институционализма и метод бинарного анализа. Вот этот исторический институционализм активно развивается в книге «Государственные традиции и лингвистические режимы». Книга вышла в 2015 году. Ее авторы оперируют такими категориями, как, вот, собственно говоря, языковой территориальный режим, а также используют такие категории, как традиции государства и тропа зависимости. И вот мы попытались проследить, каким образом какие традиции государства и сейчас вот как раз прослеживаются в официальном дискурсе. И это нам позволило выявить смыслы идей политических акторов, прежде всего государственной власти, в отношении национальной школы. И метод бинарного анализа, который достаточно активно используется политологами, он предполагает сравнение максимально подхожих субъектов. Но в качестве субъектов мы выбрали две республики, республику Саха-Якутия и Татарстан. Выбор наш был связан с тем, что эти два региона шли в авангарде языково-политических процессов в нашей стране. Эти регионы обладают финансовыми возможностями, экономическими возможностями для воплощения своих идей в языковой политике. И, наконец, статистика показывает, что число саха- и татароязычных школ в России, их больше всего, чем национальных школ на других языках народов нашей страны. И вот мы попытались посмотреть, каким образом наша российская национальная школа становилась в постсоветское время, и это мы рассматривали в контексте языкового территориального режима. Мы прибегли к двум методам: к содержательному анализу официальных документов, которые были приняты в 90-х, 2000-х годах Федеральным центром и регионами Республикой Татарстан и Саха-Якутия. И мы еще использовали вторичный анализ социологических исследований, проведенных в регионах, которые проводили и мы, и наши коллеги из Москвы, Якутии и, соответственно, Татарстана. Ну, поскольку времени не очень много, я сразу хотела бы перейти к выводам. Нам удалось во время нашего исследования выявить 3 этапа институализации российской национальной школы. Первый период – это 90-е годы. В это время происходит кристаллизация многочисленных акторов языкового территориального режима в отношении национальной школы. Интересы этнических групп, политических элит регионального и федерального уровней, общественных объединений простимулировали организационное оформление и нормативное закрепление таких образовательных учреждений, позволяющих осуществлять общественный контроль над ними. В это время производятся первые идеи о российской национальной школе, право на язык обучения для всех граждан страны, социально-политическая субъектность регионов. Именно в этот период как раз регионам были отданы полномочия на регулирование политики в отношении национальных школ. В это время выделился такой субъект, как родители и другие общественные силы. Им тоже была предоставлена возможность для продуцирования идей о национальной школе и вообще определения языка обучения детей.
Этот процесс сопровождался двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны, наблюдалось видимое претворение идей на практике. 90-е годы – это период, когда происходил бурный рост числа национальных школ, появлялись разнообразные типы национальных школ, например, в Татарстане и в Республике Саха-Якутия появились турецкие лицеи, татаро-турецкие и саха-турецкие лицеи, появились многочисленные образовательные программы. Но, с другой стороны, в это время сформировались скрытые ловушки для национальных школ. Это интенция к имитации права на язык обучения, увязывая с возможностями образовательных учреждений, отсутствие реальной массовой их поддержки, а также ценностное в традиционалистском смысле понимание национального языка, которое продолжило советскую традицию государства и идея, которая была подхвачена федеральным центром и республиками. Что касается первого десятилетия 2000-х годов, то институализация национальной школы со стороны федерального центра происходила в логике тропы зависимости от необходимости позиционирования страны как многоязычной, предоставления права обучения на родном языке, с одной стороны, и от рассогласованного декларативного характера идей, выразившихся в сформировавшемся в предыдущем десятилетии отсутствие их реального воплощения, с другой. Региональные элиты, сохраняя приверженность политике поддержки национальных школ, вынуждены действовать в условиях, задаваемых федеральным центром и стремящегося к координации образования. Региональные элиты, продолжая тиражировать аксиологический подход к национальному языку, объявляют о модернизации национальных школ, отвечая тем самым на запросы неправящих акторов языкового территориального режима, родительской и педагогической общественности, которая в это время проблематизировала вопрос качества образования и высказывала озабоченность сокращением числа национальных школ. Декларативность и противоречивость политикой юридических рамок институализации национальной школы со стороны федерального центра сохранилась и во втором десятилетии 2000-х годов. Федеральный центр, подчеркивая в доктринальных документах заинтересованность в многоязычии и использовании национальных языков как средств обучения, ограничивает их использованием уровнем начального общего и основного общего образования, и он стремится еще к большей координации национальной школы, не предоставляет реальные механизмы для ее поддержки. Республики в таких условиях обращаются к поиску новых идей, однако предпринятые ими действия во многом тоже носили формальный характер и не оказали серьезного влияния на такие образовательные учреждения. Институционализация национальной школы в этот период со стороны педагогической общественности проходит по инерции советской парадигмы, хотя родители и дети заинтересованы в обеспечении инструментального функционала национального языка. Ну и, естественно, закономерный вопрос возникает о специфике реакции и действий республик Саха-Якутия, Татарстан, действий в области политики поддержки национальных школ. Как я вам говорила, вот книга «Государственная традиция. Языковой территориальный режим» оперирует такой категорией, как традиции государства. На наш взгляд, очень важно говорить еще и о традициях регионов. И если говорить о традициях, анализируемых нами республик, то вот эти регионы на протяжении всего постсоветского времени сосредотачивали свое внимание на национальных школ для конкретных этнических общностей. Татарстан принимал ряд документов, которые направлены были на поддержку национальных школ для татар, причем не только для проживающих в республике, но и за ее пределами в разных субъектах России. Якутия же сосредоточилась не только на национальных школах для саха, но и для коренных малочисленных народов севера. Другим проявлением различий республик является их реакция или отсутствие таковых на отдельные инициативы федерального центра. Якутия откликнулась на развиваемую политику централизации российского образования и, направив усилия на усовершенствование собственной нормативно-правовой базы национальной школы, смогла достаточно безболезненно перейти к добровольному принципу изучения родных языков, который был закреплен в законе об образовании 2018 года. Татарстан не отреагировал на эту идею, но зато отреагировал на идею об оптимизации образования, которая выдвинул федеральный центр, и Республики Татарстан достаточно успешно решил задачу по повышению эффективности расходования бюджетных средств за счет закрытия малокомплектных школ, а это прежде всего национальные школы. Но республика оказалась достаточно в сложной ситуации из-за обоснованных претензий со стороны родительской общественности по поводу нерешенного вопроса о соотношении количества часов по русскому и татарскому языку.
И, наконец, специфика республик проявляется в скорости внедрения новой парадигмы национальной школы. Якутия первой предложила полилингвальный принцип таких образовательных учреждений, но в отличие от Татарстана не смогла реально его воплотить, а Татарстан как раз сейчас реализует такую программу создания сети полилингвальных национальных школ. Коридор возможностей региональных элит определяет не только федеральный центр, но и особенности их интереса, способность воплощать идеи на практике, а также характер расселения этнических общностей, давших название республикам, и в целом этническая структура управляемой ими территории. На этот мой доклад закончен. Я бы еще в завершении хотела бы поблагодарить организаторов конференции за очень благородную миссию, которую вы взяли на себя и решили организовать конференцию, посвященную основателю этносоциологии в Республике Саха-Якутия. Я еще хотела бы обратить внимание, что этот год и следующий год, и несколько еще других следующих годов являются для российской этносоциологии очень знаковыми в плане того, что это будут юбилейные годы и других людей, которые внесли очень огромный вклад в развитие российской этносоциологии. Хочу напомнить вам, коллеги, что через месяц, 13 января в следующем году, исполнится 90 лет Акадии Михайловне Дробежевой, одному из основателей российской этносоциологии. В 29 году мы будем отмечать столетний юбилей Юрия Вартановича Рутиняна. В 28-м 90 лет исполнится Михаил Губогла. Губогла. То есть, мне кажется, очень важно вот сейчас как раз нам осмыслить потенциал и все то, что сделали эти люди для науки, для российской этносоциологической науки, для каждого из нас. И, может быть, есть смысл подумать о создании какого-то сборника, специального сборника, посвященного всем тем, у кого мы учились. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Гульнара Ахматовна. Вопросы, пожалуйста. Так, Ирина Ивановна, пожалуйста. Большое спасибо за интересный такой содержательный доклад. С Леокадией Михайловной тоже вместе мы изучали проблемы языков. И последний раз вот я присутствовала на конференции на грушинских чтениях, 10-е грушинские чтения были. Там она выступала, мы были вместе в одной секции. Конечно, я предположить не могла, что мы видимся последний раз. У меня такой вопрос. Изучали ли вы проблемы билингвизма в Татарстане? И вот эти проблемы билингвизма и национальной школы, вот как вы к этому относитесь? Где здесь, так сказать, линия соприкосновения вот этих двух проблем? Проблема открытия билингвизма, развития дальнейшего билингвизма и проблемы существования национальных школ. Вообще вопрос очень сложный, очень многоаспектный, и очень мне трудно как-то быстро на него ответить. Как мне кажется, ну, во-первых, конечно, национальные школы мы обязаны и должны сохранить, хотя бы потому, что это все-таки база воспроизводства национальной интеллигенции. Только из национальных школ могут появиться настоящие национальные писатели, поэты, ученые. Во-вторых, мне кажется, конечно, очень важно нам подумать все вместе о модернизации национальной школы в плане вот как раз обеспечения, с одной стороны, билингвизма, с другой стороны, поддержки и национальных языков. Конечно, русский язык как государственный язык мы должны все изучать, и учащиеся национальной школы тоже. Но как нам сочетать это с национальными языками, как сохранить национальные языки, особенно вот в условиях, как я сказала, сужающихся возможностей, юридических, правовых возможностей для поддержки национальной школы, это на самом деле очень сложно. Мне кажется, сегодня вот, если рассуждать о перспективах национальных школ, мне кажется, очень важно подумать об инструментальной функции национальных языков. Очень важно, чтобы родители и дети видели перспективы, чтобы люди понимали, учащиеся родители понимали, для чего им нужны языки. Сегодня очень прагматичный мир, и вот эти участники образовательного процесса должны хорошо понимать, а что даст им национальный язык.
Вот сегодня очень важно, мне кажется, играть вот как раз на мотивации. Спасибо. С- А скажите, пожалуйста, а Мгм. вот уровень билингвизма в Татарстане, потому что у нас в республике очень высокий. Мне кажется, вообще самый высокий. Но, правда, я точно не знаю, конечно. Но мы проводили подобные исследования. А в Татарстане высокий, да? Конечно, Уровень конечно. билингвизма? Да, Всё да, понятно. Спасибо. высокий. Даже в моноэтничных татарских районах сегодня, конечно, все абсолютно владеют двумя языками. И русским, и татарским в равной степени. Так, еще вопросы есть? Так, ну как, хорошо, когда мы двигаемся дальше? Мгм. Тут у нас происходит небольшая перестановочка, согласованная. И слово Так, предоставляется. модераторам замечаний. Нельзя задать вопрос? Прямо всем рот закрываете? Это что такое? Я вообще сейчас уйду. У нас есть регламент с Аргаланой Макаровной. Я Вы там понимаю регламент, но просто реагируйте. такие люди редкие выступают. Нас можно, наверное, сократить, а вот таким людям, как Патовна и другим прежним выступающим, можно было дать с регионов слово? Так, с Аргаланой Макаровной у вас вопрос есть, да? Да, у меня вопрос, я бы хотела вот Давайте, когда спросить. конкретизируете его. Мне кажется, Гульнара Фатовна подняла очень важный вопрос, который всех интересует, потому что это очень связано с национальной идентичностью. Вопрос национальной идентичности остро стоит он и в Татарстане, и в Якутии, и в других национальных республиках. Это с 90-х годов, как дело продолжалось, были и спады, и подъемы, и так далее. Об этом не будем. Но вам не кажется, вот вопрос такой, вам не кажется, что вы упомянули в своем выступлении, что в дискурсе не используется термин «национальная школа». Это, конечно, очень, как бы сказать, нам очень обидно, потому что якут должен называться якутом, татарин должен называться татарин. В этом никакого стыда нету, и об этом говорят многие лидеры наши. Но весь вопрос, наверное, самая основа вот того, что не продвигаются идеи ваши, наши, и ученых, и общественников и так далее, да, большого числа людей, заключается в том, что национальности у нас не обозначены в паспортах. Вот на примере коренных малочисленных народов Севера, благодаря лидерам аборигенного сообщества, они добились того, чтобы люди с собой носят рядом с паспортом вкладыш, что он такой-то национальности, считает себя, является эвенком, эвеном и так далее. И благодаря этому он пользуется льготами. Вот что-то подобное ваши предлагали законодатели и так далее, люди, болеющие за национальную идентичность в Татарстане? Вот этот вопрос я хотела задать. Спасибо. К сожалению, таких вот практик я не слышала, чтобы как-то символически себя обозначать, подчеркивать свою этническую идентичность, хотя некоторые вот тенденции я замечаю, вот, когда вот хожу и наблюдаю за посетителями каких-то спектаклей, каких-то публичных массовых мероприятий, я вижу, что больше и большее число людей стало надевать головной убор на голову, татарскую тюбетейку или татарский колфачок, женский головной убор. Кто-то пытается подчеркнуть свою этническую идентичность через брошки, через какую-то бижутерию. То есть идет, конечно, такой, на мой взгляд, процесс самовыражения, стремление людей подчеркнуть свою вот особость, свою этническую специфику. Другое дело, что еще есть и другая тенденция. Вот совсем недавно, сегодня уже упоминали о результатах всероссийской переписи, вот совсем недавно я услышала цифру, что около 5 миллионов россиян вообще не обозначили свою этническую идентичность во время переписи. Это огромная цифра, 5 миллионов людей не назвали свою национальность. То есть вот сегодня какие-то такие противоречивые тенденции происходят, и как они дальше будут развиваться, это, конечно, очень интересно понаблюдать. Тревожные Надеюсь, тенденции. больше вопросов нет.
С одной Переходим, стороны, вы знаете, тревожная, да, вот тревожная тенденция 5 миллионов, это да, очень серьезная цифра. С другой стороны, я говорю, вот есть другая тенденция, люди вот стремятся себя подчеркнуть свою этническую идентичность, вопреки вот ограничениям, вопреки вот этим глобализационным процессам, тем не менее, вот для какой-то части населения это становится еще важнее и важнее. Такой очень такой многоликий мир сегодня, многоликое этническое поле. Да, в этом схожи Татарстан и Якутия. И Ну это да. благодаря еще тому, что проводится национальная какая-никакая политика. Правильно? С государственной. Да, 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 да. Всячески стремятся республиканские власти провести вот эту, конечно, поддержать национальную политику и межнациональных отношений, но и с упором, конечно, на поддержание татарской идентичности. Причем не только в республике, но и за ее пределами. большое спасибо, Гульнара Атамовна, за очень содержательный доклад и Спасибо. ответы на вопросы. Переходим к следующему выступлению. Слово предоставляется нашему гостю из Тувы, из города Кызыла. Чемиза Кударовна, вы на связи? Да, коллеги, меня слышно? Ага. Тогда вам предоставляется слово. Чемиза Кударовна Ламажа, доктор философских наук, лаборатория этнологии и лингвокультурологии, Тувинский государственный университет. Название доклада «Тезарусный подход и этнические культуры». Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые организаторы. Скажите, пожалуйста, моя презентация видна? Видна. Мгм. Ага, спасибо огромное. В первую очередь я благодарю организаторов за приглашение выступить на этой конференции, представить результаты нашей работы, которая находится в междисциплинарном поле. Не только на поле культурологии, филологии, но и антропологии, а также этносоциологии, и, полагаю, тем самым вписывается в тематические приоритеты данного мероприятия. Чтобы уложиться в регламент, я представлю лишь основные тезисы, тем более, что, собственно, сам доклад рассматривается мной как презентация нашей, в первую очередь, только что вышедшей в свет монографии, с текстом которой можно будет ознакомиться в ближайшем будущем. Несколько слов о том, что я представляю лабораторию этнологии и лингвокультурологии Тувинского государственного университета. Эта лаборатория открылась 2 года назад для работы над грантом при поддержке Российского научного фонда. Целью нашего проекта стало развитие нового методологического подхода для изучения этнических культур. Подход называется тезаурусный подход или тезаурусная концепция. Его авторы доктор философских наук и одновременно также доктор социологических наук Валерий Андреевич Луков и доктор филологических наук Владимир Андреевич Луков. 2 известных таких специалиста, каждый в своей области, тем не менее, они вместе представили и разработали очень интересную концепцию, уже имеющую много последователей, достаточно много публикаций и защищенных диссертаций, кандидатских, докторских и так далее. Мы применяем этот подход к исследованию тувинской культуры. В составе лаборатории работает 6 человек. Здесь вот на слайде вы можете видеть нашу первую коллективную фотографию, список сотрудников и адрес нашего сайта, где изложена, собственно, концепция проекта, даны основные сведения о нашем проекте и наши контакты. Секунду. Ага. В первый год мы выполнили все запланированные нами работы, собрали материал, провели исследования, опубликовали около 20 публикаций разного жанра. Все они даны с полными выходными описаниями, данными, аннотациями и ссылками, в том числе даже на полные тексты, в аннотированном каталоге научных изданий лабораторий. Вот здесь вот на слайде слева этот каталог. С ним можно ознакомиться на сайте лаборатории в разделе публикации, он в открытом доступе можно скачать. Самыми важными результатами
прошедшего года стал выход монографии «Очерки современной тувинской культуры». В издательстве «Нестор. История» вышла эта монография. Также научно-популярная книга «Дагалга. Тувинские обряды 21 века». В этой книге содержится описание нескольких вариантов обряда освящения объектов природы у тувинцев, которые мы собрали практически в тот год. В этой же книге есть и фотографии, и ссылки на видео, в связи с чем мы также открыли видеоканал лаборатории на YouTube. Здесь его адрес и вот титульный лист на сайте. Данный уже 22 год мы также успешно завершили с более чем 2 десятками публикаций, главными из которых стала наша программная коллективная монография «Тувинцы. Родные люди». Она вышла на днях в петербургском снова издательстве «Нестор. История». Также мы подготовили и издали научно-популярную, богато иллюстрированную книгу «Возвращение тувинской юрты». Она есть в открытом доступе, ее можно скачать, перейдя вот по ссылкам с сайта лаборатории. Итак, секунду. Что такое тезаурусный подход и как он применяется нами в нашем проекте? Ключевое понятие концепции тезаурус означает сокровище, сокровищницу. Это полный систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него как средство ориентации в окружающей среде, а сверх того также знаний, которые непосредственно, может быть, не связаны с ориентационной функцией, но расширяют понимание субъектом себя и мира. Здесь на слайде очень так схематически я набросала это представление для того, чтобы можно было понять особенности вот, построения, концепции и трактовки того, что такое тезаурус. Субъективность тезауруса выражается в том, что систематизация знаний в нем идет не от общего к частному, а от своего к чужому, как наиболее важному принципу отбора и выстраивания знаний об окружающем мире. Подход в целом представляет тенденцию, которая разворачивается в гуманитарном знании, которая является естественным следствием развития самой культуры. Все большая субъективизация и отдаление от идеала науки как объективного знания. Собственно говоря, это та же логика развития научного знания, которая была исследована еще российским философом Степиным, говорящим о классическом развитии научной рациональности, неклассическом и постнеклассическом. У тезауруса в этой концепции есть свое ядро, то есть такая наиболее устойчивая часть, которую можно также назвать картиной мира, тесно связанной с языком. Но для нашего исследования этнической культуры важны не только данное положение концепции, но и учет постоянных изменений тезауруса, наполнение его той информацией, которая нуждается в наиболее адекватном обобщенном представлении о мире в один конкретный момент, а затем в следующий момент. Вот эта установка, учет времени и изменчивости позволяет обсуждать не только традиционную этническую культуру, прошлом, там, скажем, в идеализированном варианте, но и этническую культуру живую, которая меняется, которая находится сейчас, как вы понимаете, во взаимодействии с другими культурами, испытывает влияние вестернизации, глобализации и так далее. Поскольку мы говорим о знаниях, о систематизированной информации, которая выражается в языке культуры, то элементами анализа для нас стали концепты культуры, которые мы составили, опираясь на список важных тувинских традиций, изложенных знатоком культуры, доктором исторических наук Магушем Бараховичем Кинилапсаном. Пока наш список включает 10 концептов, над которыми мы работаем. На наш взгляд, они выражают не только самое важное, что есть в этнокультурных традициях тувинцев, не только являются ценностями и образами, но они также лежат в основе мотивации, действий, целеполагания, то есть они непосредственным образом определяют нынешнюю жизнь людей, выступая для них важными делами жизни и так далее. Вот здесь вот вы видите törel родственники, родня родственники, юрта, дом, семья, которые мы рассматриваем более широко, чем просто название, например, традиционной юрты. Куда свадьба, родство, социальные связи.
урок дарых дети, культура детства, мал, скот, мясо, питание и так далее. Следующие 5 концептов – это чер, родная земля, родное место, тагылга – ритуал освящения объектов природы, ыдык – святое, шага – праздник Нового года по лунному календарю, уе – время, темп жизни. Поскольку мы говорим о концептах культуры на языке самой культуры, чрезвычайно важно, естественно, для нас знание языка как родного. Тем самым состав нашего коллектива, его принадлежность, нахождение в культуре, знание тувинского языка – все это стало чрезвычайно важным. Принципиальное значение для нас имеет то, что исследователи, все участники нашего коллектива, все этнические тувинцы, точнее тувинки, владеющие тувинским языком. При этом 2 коллеги наши – это кандидаты филологических наук, то есть специалисты в области тувинского языка и литературы. И мы еще раз подчеркну, наше исследование является исследованием культуры изнутри. Мы инсайдеры культуры. И когда мы собираем информацию, например, об обрядах дагылга, то есть обрядах освящения объектов природы на родовых местах, мы в этом случае описываем и наблюдаем не просто обряды неких групп, но обряды, которые проводят наши родственные группы. Здесь на слайде вы можете увидеть географию этих обрядов, которые мы описали в 19, 20, 21 году. И вот здесь вот коллективные фотографии родов, которые делались именно во время этих обрядов. И последнее. Инсайдерское изучение сокровищницы этнической культуры с систематизированным сводом знаний, который реконструируется не с точки зрения общечеловеческих ценностей, а с точки зрения логики развития самой культуры, того, что ценно в самой культуре, все это отличается, на наш взгляд, от традиционных уже в российской науке, этнографии, культурологии исследований универсалей культур, категорий культур. Мы не набрасываем на культуру сеть координат, универсальных категорий, как писал в свое время Арон Яковлевич Гуревич, и что стало очень интересным, важным, распространенным вот в российской науке, этнографических исследованиях, культурологических и так далее. Нет, мы живем в культуре, мы видим, что важно для культуры в первую очередь, что является наиболее важным и освоенным людьми этой культуры, какие концепты считаются самыми определяющими эту жизнь, и мы анализируем эти концепты изнутри, учитывая то, как они трактуются на тувинском языке, какие имеют смыслы, и нам приходится при этом, естественно, поскольку мы работаем в рамках российской науки, нам приходится наши результаты излагать на русском языке, в связи с чем также мы обсуждаем проблематику перевода, то есть культурного трансфера культурных концептов с одного языка на другой язык. Вот в тексте нашей монографии это обложка и оглавление. Можно ознакомиться с нашими трактовками, обоснованием работы, прочитать особенности, в том числе сравнение этой концепции подхода с другими, подобными, противоположными и так далее. И добавлю, что мы отправим экземпляр монографии в библиотеку института, организатора этой замечательной конференции. Также книгу можно будет приобрести с сайта издательства «Нестор Истории» в их интернет-магазине. И я готова ответить на любые вопросы, в том числе по электронной почте. Здесь мой адрес есть. Мы будем рады сотрудничеству с нашими коллегами из других регионов и будем рады поделиться нашим опытом. Текст доклада в виде статьи я сдала. Надеюсь, он выйдет в сборнике материалов конференции. Там тоже есть основные положения моего доклада. Спасибо большое. Надеюсь, я выдержала регламент. Да, очень большое спасибо за то, что вы пунктуально очень уложились в регламент. Практически единственный пока из докладчиков, который сотворил это чудо. Так, пожалуйста, вопросы какие? Так, добрый вечер еще раз. Я, может быть, не совсем уловила тезаус тувинской культуры. Это вот полностью разработка вашего творческого коллектива, да? Это вы первый, кто вот это разработал, так, да, или нет? Я не поняла.
Спасибо большое за вопрос. Еще раз повторю. Собственно, тезаурусная концепция разработана была не нами, Луковыми. Они братья, они коллеги, очень такие единомышленники, к сожалению, уже оба ушли из жизни, и они являются моими учителями. То есть я защищала докторскую диссертацию у Валерия Андреевича Лукова. Вот. В нашем случае мы, полагаю, впервые столь тщательно и многогранно стараемся применить эту концепцию для изучения этнической культуры. Так, пожалуйста, еще вопрос. Так, Есть можно еще вопрос, вопрос? да? Очень интересный подход, и мне бы хотелось спросить, вот как вы отобрали вот эти 10 концептов? Хотя вы сказали, что историк вам помогал, да? Вот исходя из чего? Вы сказали, что универсалии вы тоже не применяли, да? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Да, мы, собственно говоря, противопоставили наш подход именно подходу как изучению универсалей категории культур, мы исходили из другого. Если универсали рассматриваются с точки зрения поиска в культуре общечеловеческих ценностей, да, вот как вы знаете, изучение, например, времени в культуре, пространства в культуре, то есть это такие общечеловеческие категории. Мы пошли другим путем, и мы пошли изнутри культуры, пытаясь обсудить, проанализировать наиболее важные для тувинцев концепты, которые определяют особенности его вот жизни, отношения к людям, вообще картины мира, того, что важно для тувинцев. И эти 10 концептов, которые мы считаем, естественно, они не ограничены, их число, и структура вот этого тезауруса и количество концептов может быть большим и богатым, и оно является богатым. В нашем случае чисто организационно мы вычленили сначала 5 концептов, которые мы считаем наиболее близкими для человека. В первую очередь это концепт «тюрел», то есть родня, родственники, включающие самых родных людей человека. И мы исходили из нашего понимания инкультурации человека, социализации человека. То есть когда ребенок рождается, он оказывается, где он находится? Он оказывается окруженным семьей. То есть вокруг него есть люди, которые его выращивают, заботятся о нем и помогают ему стать человеком. Соответственно, мы говорим о родных людях вокруг человека. Вот это концепт, который более широкий, вот если мы подразумеваем, что это не только семья, но и родственники, там бабушка, дедушка, дядя, тетя, братья, сестры и так далее, вот это мы считаем самым близким для человека, именно для тувинца, вот в таком этнокультурном плане. Следующие концепты мы тоже вычленяли, обсуждали и формулировали тоже по логике, скажем, взросления человека, что для человека бывает важным, что является определяющим и всеобъемлющим для его кругозора и так далее. То, что я сказала, мы опирались на список традиций Мангуша Бараховича Кинелапсана, он нам не помогал в том смысле, вот как, скажем, вот обсуждала и так далее. Нет, мы брали его работы, это аксакал нашей науки, это знаток нашей науки, это один из старейшин, к сожалению, он в прошлом году умер в возрасте 102, кажется, лет. И его авторитет и знание тувинской культуры никем в Туве не оспариваются. То есть его издание традиций тувинской культуры мы полагаем такими базовыми для понимания этой тувинской культуры. Поэтому, естественно, мы обсуждали между собой и опирались на его труды. Спасибо. Спасибо. Еще раз большое спасибо за очень содержательный доклад. Мы переходим к следующему докладчику. С большим удовольствием я предоставляю слово Декабрине Михайловне
Винокуровой, кандидату социологических наук, доценту, заведующей кафедрой психологии и социальных наук и Института психологии Северо-Восточного федерального института имени Максима Кировича Амосова. Добрый вечер, организаторы, уважаемые коллеги. Я вот, ну, слишком громко у меня, конечно, названа тема моего выступления. Значит, здесь я заранее прошу прощения, что я буду перескакивать. Здесь вот у меня представлены данные из 3 исследований, которые я проводила. И вы видите, что это разные годы, начиная с 10-го и 21 год. Значит, ну, хотелось бы сконцентрироваться на таких вопросах. Места резидента и концентрации мигрантов, длительность пребывания, частотность смены. Ну, я не буду перечитывать, вы быстрее меня прочитаете. Мне бы хотелось сказать, что вот в исследовании 10 года, ну, как бы сказать, в выборку попадали мигранты из разных регионов Российской Федерации. И вот у нас получается, что эти перемещения, ну, советская традиция, во всяком случае, сложилась таким образом, что у нас в промышленных населенных пунктах локализовывались мигранты, которые прибывали из разных регионов Российской Федерации, ну и в том числе из союзных республик. И таким образом у нас исторически сложилось, что у нас нет классического понимания рабочих из представителей местного населения. Вот это я хочу как особенность подчеркнуть. Здесь я вот показываю диаграмму, как у нас вот демографическая ситуация развивалась. Это из нашего совместной публикации с Томаско Аленой Георгиевной. И вот мы видим, что как раз вот после распада Советского Союза, вплоть до 2022 года, у нас вот демографическая ситуация, можно сказать, была в яме. Затем с тем или иным переменным, ну, здесь вот учитывается естественный прирост и механический, то есть миграция. И вот мы наблюдаем, что чуть-чуть к 2020 году как бы уже наметился рост. Что касается вот исследования 2010 года, это данные по городу Мирному, и мы здесь вот видим, как локализовывались мигранты, которые вот прибывали и жили в городе Мирно. Под одной крышей имеется в виду. Значит, мы видим, что большая часть, она проживала с супругом, с детьми, то есть это нуклеарная семья, которая вот жила одним хозяйством. Ой, прошу прощения, тут я перепутала. Показываю одно, а комментирую другое. Значит, на что могут рассчитывать мигранты, был задан вопрос. Если вдруг им экстренная помощь понадобится. Значит, в основе этого вопроса какая идея была заложена? Кто им ближе? То есть на кого они могут рассчитывать? Мы понимаем, что это люди приезжие, которые вот живут на новом месте, да, и опять же, вот если мы посмотрим на 3 этих данных, это ближайшее окружение. Теперь посмотрим на частотность. Почему мне показалось интересным показать частотность? Потому что вот сменивших только один раз свое место жительства, здесь вот 37,9%, и миграционные намерения почти что тоже дублируют. Такое же соотношение получается. Ну, почти, более чем каждый третий получается опрошенный. Ну и достаточно большое, я хочу сказать, вот это перемещение от 2 до 3 раз, тоже вот 37. Здесь тоже обязательно уеду. То есть это говорит о чем? О том, что вот приезжают мигранты, и у них еще не исчерпывается вот так называемый миграционный потенциал. Они еще готовы сменить свое место жительства.
Вот был задан вопрос, сейчас вот доминирует такая теория, что сейчас никто просто так за романтикой не срывается и не уезжает. То есть доминирует так называемая сетевая миграция. И вот этот вопрос, который был задан, как раз это и отражает. То есть люди уже не едут просто так, а вот у них есть какой-то задел, куда вот они планируют выехать. Значит, что является притяжением для того, чтобы здесь остались, на севере? Вот предыдущие докладчики говорили о том, что вот очень много идет отток северной части Российской Федерации. И вот мы видим, что людей удерживает. Значит, нет у меня средств с переездом. Это вот как один из тоже занимающий достаточно большую долю среди опрошенных. И мы видим, что вот не ответившие, это, видимо, те, которые вот планируют выехать. Теперь вот посмотрим быстренько то исследование, которое было проведено в 2021 году. Здесь вот иностранных граждан отдельно выделяется. Это те граждане, которые не получили гражданство, да, любезно предоставила данные Управления образования города Якутска, то и здесь вот приводится статистика. Не данные опроса, а статистика. Нами было обследовано 4 школ города Якутска, и вот вы на карте видите. Значит, что здесь, на что бы хотелось обратить внимание, что в младших классах и в средних классах число детей, ну, достаточно такое большое, да, а дальше вот идет на убыль. И вот к выпускному классу остается мало школьников. С чем это связано, чем это можно объяснить? То, что вот они привозят своих детей или здесь же рожают, это люди, которые хотят получить гражданство. А там одним из пунктов является, вот, чтобы их ребенок, если он с ними, да, чтобы он посещал школу. И вот как одно из условий они отдают. Но когда вот мы брали интервью у работников школ, они говорили, что очень большая проблема с овладением языка. Если вот еще в совсем младших классах они более-менее могут овладеть, да, то дети, которые приезжают уже вот социализировавшиеся у себя на родине, им очень тяжело продолжать образование. Здесь вот мы видим данные уже по 4 обследованным нами школам, и мы видим какой-то зигзаг. Это граждане без гражданства, то есть это мигранты, которые вот или уезжают, или детей отправляют на родину. То есть видите, насколько вот это зигзагообразно изменяется численность детей мигрантов в классах, по классам, если мы смотрим на 21-22 учебный год. А здесь мы видим иностранных граждан, которые имеют гражданство, то есть они более-менее стабильно живут здесь, да, получают ну, все льготы, которые предусмотрены для граждан Российской Федерации, и вот дети у них учатся. Но тем не менее, обратите, пожалуйста, внимание, опять же, вот доходят до выпуска тоже, мягко говоря, не все. Это тоже объясняется тем, что вот язык сложно освоить, с одной стороны. С другой стороны, родители хотят, чтобы ребенок продолжил и получил хороший, качественный аттестат для того, чтобы ему можно было бы дальше продолжить образование. Еще хотела обратить внимание, что девочкам не стремятся дать образование. То есть девочек где-то могут вот продержать вот где-то вот до середины, а потом уже только стараются мальчикам дать образование. О том, чтобы вот выпустить еще, а потом еще дать дополнительное продолжение образования, об этом речи не идет. Сколько вот мы не брали интервью у работников, ну, здесь вот вы видите литературу. Спасибо за внимание. Надеюсь, что я уложилась во времени. Еще немного и осталось время. Очень хорошая тенденция пошла в плане того, что вот уже второй докладчик полностью регламент улаживается. Вопросы есть? Да, есть вопрос. Пожалуйста, Ольга Екатерина Валерьевна. Михайловна, как вот на основе ваших данных вы бы оценили их
вообще возможность к аккультурации, они к этому стремятся, либо они вообще это исключают, мигранты? Здесь вот надо понимать, те, которые вот получают гражданство, они, ну, часть из них, скажем так, заинтересована здесь вот, чтобы продолжили дети свое образование в России, ну, не обязательно, может быть, в Якутске. А вот те, которые не получили гражданство, они все-таки более мобильные. И вот вы видели, да, дети, вот насколько они тоже вот отражают эту мобильность своих родителей. То есть вот в этом плане достаточно сложно сказать. И здесь вот самым главным таким фактором, почему язык очень плохо идет, это матери. Матери не знают языка, они там не окончили школу. Кстати, вот в этом году мы тоже проводили исследование. Уровень образования в лучшем случае это полное среднее образование, то есть потом не продолжили. Да? Мужчины, они имеют еще какой-то процент среднее специальное образование. И вот таким образом получается, что это какая-то отдельная субкультура, она вот функционирует отдельно. И вот матери, мы знаем, что как бы там мы ни говорили, что там патриархат и так далее, все равно в семейных делах, конечно же, матери ведь многое решают. И поэтому вот это вот уровень владения языка, я считаю, что самая главная проблема в том, что матери не знают, и они, естественно, дома разговаривают на своем языке. Ребенок только имеет возможность разговаривать на русском только в школе. И об этом все учителя говорили. Спасибо, Екатерина Михайловна. Вопросы еще есть? А у вас на диаграммах это единица измерения какая, непонятно? Проценты или люди, человек? Екатерина Михайловна, вы услышали вопрос? Ой, я уже отвечаю, оказывается, прошу прощения, микрофон не включила. Я же при выступлении сказала, что вот эти данные были предоставлены да, школами, где вот мы изучали. Естественно, это число детей. Здесь тоже число детей. Ну а где вот у меня были исследования, это, естественно, в процентах, как вы видите. Здесь же есть вот обозначение процента. Еще есть вопрос, коллеги? Так, ну если нет вопросов, спасибо большое за очень интересный доклад, Екатерина Михайловна. Рад был вас увидеть. Мы переходим к следующему докладчику. Васильева Ольга Валерьевна, кандидат политических наук, заведующая Центром этносоциологических исследований нашего института. Тема доклада – социальное самочувствие сельских и городских СХ по результатам социологического исследования. Прошу, Ольга Валерьевна. Спасибо. Прежде чем перейти к непосредственно результатам социологического исследования, я хотела бы дать картину общую по распределению якутов в пространстве Якутии, можно так сказать, да. И хочу сказать, что этнодемографический облик современной республики, он, конечно же, формировался под влиянием нескольких факторов. Это индустриализация, миграция, урбанизация. И в то же время местное население, коренные народы в разной мере были подвержены влиянию этих процессов. Относительно якутов следует отметить их пространственную стабильность, они являются одним из крупных по численности народов Сибири, и согласно переписи 2010 года в границах республики проживают 97,6% якутов. В 2010 году перепись показала, что якуты составляют 49,9% от числа жителей республики. Второй по численности этнической группой в Якутии являются русские, их доля в национальном составе 37,8%.
Как особенность Якутии хотелось бы отметить структуру расселения доминирующих по численности этнических групп, сохраняющихся на протяжении второй половины XX века, да и сейчас. Якуты проживают в основном в сельской местности, русские в городской. Так, в городской среде доля якутов составляет 30%, в то время как в сельской доля якутов составляет 81,9%. Русское население в городской среде составляет 53,3%, в сельской местности 7,5%. Если говорить конкретно о том, насколько урбанизированной этнической группой являются якуты, следует сказать, что это одна из наименее урбанизированных этнических групп России. По данным Ванды Борисовны Игнатьевой, в 1959 году лишь 16,9% якутов были горожанами, это 38 тысяч человек. В 1989 году 25,1%, это 98 тысяч человек. И в 2010 году эта цифра достигла 30%, 184 тысячи человек. Таким образом, доля горожан среди якутов не возросла значительно на фоне общего увеличения численности якутов. Большая часть якутов для переезда в городскую среду предпочитает город Якутск, и это определило миграционный прирост столицы. Якутск является одним из тех городов, которые интенсивно выросли за постсоветское время, поменялась его национальная структура. Доля якутов в городе Якутске в 1989 году составляла 25,1%, русские составляли 62,4%. В настоящее время якуты составляют 47% от населения города Якутска, а русские 38,4%. Доля якутского населения в структуре национального состава городского населения растет, что влечет за собой изменения в образе жизни, ценностных ориентациях. К примеру, это проявляется в уровне рождаемости. По данным демографов, в сельской местности еще обеспечивается расширенное воспроизводство населения, в городской уже нет. Таким образом, процессы урбанизации якутов идут, но не так активно, как у других народов. И это при том, что по данным экономистов в Якутии проживание в сельской местности существенно повышает вероятность попадания в социальную категорию бедного населения, что непосредственно связано, с одной стороны, с меньшим количеством высокооплачиваемых рабочих мест, безработицей, с другой стороны, с большим количеством детей в семье. В свою очередь, как отмечают специалисты нашего Центра этносоциологических исследований, столица республики предоставляет сельским мигрантам больше возможностей институциональной системы для совмещения работы и учебы, более широкий выбор в сфере профессиональной деятельности и обслуживания, повышения уровня и качества жизни, общения, досуга, культурной жизни. Тем не менее, процессы урбанизации не так интенсивны. В связи с этим в данном докладе хотел бы обратить внимание на проблемы социального самочувствия якутов, жителей села и города. Следующий слайд. Для этого хочу привести результаты социологического исследования в рамках проекта «Республика Саха и большие вызовы. Социальное самочувствие, мобильность и стратегия адаптации». Всего в рамках проекта было опрошено 1365 респондентов, из них 765 респондентов составили люди якутской национальности, и на их настроениях, установках в своем докладе я как раз хочу и остановиться. Переходя к результатам исследования, хотелось бы предварительно заметить, что, казалось бы, рисуется довольно оптимистичная картина для города. В городской среде больше возможностей для работы, учебы, повышения качества жизни. И действительно, следующий слайд. Если рассматривать субъективную оценку социально-экономического благополучия, получается, что в городе люди оценивают свое социально-экономическое положение более позитивно. Вот. Извиняюсь, мы вот определяли на основе 6 вариантов ответов соотнесение респондента с некой социальной группой, потом перекодировав, мы собрали 4 группы. И в городе и в селе вы можете видеть довольно существенную разницу в ответах. Следующий слайд.
Однако следует отметить, что респонденты якутской национальности по-разному оценивают и свое эмоциональное состояние в зависимости от места проживания. И тут уже картина не в пользу проживания в городе. Можно было бы предположить, что на эмоциональное состояние людей оказывает влияние пандемия на время активного действия, которое пришелся опрос. Однако нам были выявлены и другие закономерности, которые позволяют говорить о большем влиянии иных факторов. Вот как раз вы можете видеть на данном слайде то, что в городе существенно выше уровень людей, которые испытывают чувство безразличия, апатии, подавленности. В сельской местности эта категория снижается за счет замещения ее более позитивными эмоциональными эмоциями. Это эмоциональный подъем, спокойствие, уравновешенность. Надо отметить, следующий слайд, что если рассматривать эмоциональное состояние в разрезе социальных групп, то получается, что как в городской, так и в сельской местности среди якутов чаще всего испытывают такие чувства, как подавленность, безразличие, апатию люди с наиболее неблагополучным социально-экономическим положением. Однако в городе это все выражено намного сильнее. Так, среди якутов, отнесшихся к бедным в городе, 31,3% указали, что испытывают апатию, в то время как на селе таковых всего 19,5%. Таким образом, бедные в сельской местности в меньшей степени подвержены негативному эмоциональному состоянию, нежели жители города. При этом важно отметить, что у горожан безразличие, апатия характерна как для мужчин, так и для женщин, в то время как на селе безразличие, апатия характерны в большей мере для мужчин. Что же может быть фактором, оказывающим влияние на эмоциональное состояние людей в городе? Безусловно, наверное, один из факторов является разочарование некоторой части мигрантов в возможностях социальной мобильности. По данным исследования следует, что пиковые значения по числу лиц, испытывающих апатию и безразличие, наблюдаются у мигрантов, проживающих в городе, около 10 лет. Чаще подавленность испытывают люди, получившие неполное высшее и среднее специальное образование, в то время как на селе подавленность чаще характерна для лиц с полным средним образованием, но не имеющим никакого профессионального образования. Следует учитывать, что социально-экономическое положение и уровень образования являются статистически взаимосвязанными категориями. На выборке в целом можно видеть четкую корреляцию между субъективной оценкой социально-экономического положения и уровнем образования. В городе среди людей со средним специальным и неполным высшим частота лиц, указавших на свое неблагополучие, выше, чем среди тех, кто получил высшее образование. В сельской же местности пиковая частота количества лиц, отнесшихся к бедным, наблюдается среди людей, не имеющих никакого профессионального образования. Второе, что надо учитывать, это то, что включение сельских переселенцев из числа бедных в наиболее низкодоходные группы населения создает ситуацию конкуренции с мигрантами из других регионов страны и ближнего зарубежья. Последние в основном претендуют на занятость в тех же сегментах региональной экономики, на которые ориентированы внутренние трудовые ресурсы. Ранее в своих работах мы выявляли, что наиболее негативное отношение к трудовым мигрантам испытывают наименее обеспеченные люди с более низким уровнем образования, отсутствием властного ресурса. Таким образом, борьба за изначально ограниченные рабочие места с невысокой квалификацией становится источником роста антимигрантских настроений в принимающем обществе, а также, по-видимому, оказывает влияние на эмоциональное состояние селян, переехавших в город. Следует признать, что организаторам митинга против трудовой миграции, состоявшейся в феврале 2019 года в Якутске, удалось мобилизовать значительное число сельских жителей из близлежащих районов, которые специально приехали в столицу республики, чтобы выразить свое недовольство. Следующий слайд. Еще одним фактором, оказывающим влияние на сложившуюся ситуацию, является потеря близких социальных контактов. Как указывал в своих работах Иван Александрович Аргунов, миграция из села в город является не только пространственным перемещением, но и глубокой социальной перестройкой и сопряжена с дополнительными трудностями для представителей коренных народов.
Иван Александрович отмечал, что при сельском типе расселения, характерном для якутов, доминирует внутринациональное, родственное, соседское общение. В городе такое общение выстроить сложнее. Как показывают наши исследования, люди в различных жизненных ситуациях в городе в меньшей степени рассчитывают на свое окружение. В сельской местности больше людей, рассчитывающих на поддержку родственников и друзей. Сельская местность Якутии характеризуется более плотными сетями общения и взаимовыручки, нежели городская, которая несколько атомизирует людей. Переезжая в города, люди стараются сохранить родственные земляческие связи с сельским населением, но уже не могут рассчитывать на их поддержку в том объеме, в котором она возможна при проживании в одном населенном пункте. Относительно влияния этничности и культуры на проблему урбанизации, также хотелось бы отметить, что Иван Александрович Аргунов, говоря о низких темпах урбанизации, отмечал, что коренным народам сложнее адаптироваться в связи с недостаточным владением языком. В настоящее время, я думаю, фактор языка оказывает влияние несколько в ином виде. Неудовлетворенные этнокультурные потребности сельских мигрантов в условиях полиэтничного столичного города вызывают недовольство недостаточностью, отсутствием возможности социализации, обучения детей на якутском языке, узостью его коммуникативной сферы. Следующий слайд. Как один из факторов следует указать дезадаптацию в полиэтничной среде. Анализ социологических данных показал, что ответы якутов в городской среде существенно отличаются от ответов якутов из сельской местности относительно значимости этничности. В городской среде происходит снижение значимости этничности. Сельская она довольно высокой является. Следующий слайд. В этой связи надо отметить, что среди якутов снижение значимости этничности напрямую сказывается на доле людей, испытывающих апатию и подавленность. Таким образом, этничность, ориентированность на интересы этнической группы является одним из элементов, поддерживающих эмоциональное состояние людей, включенных в их стратегии адаптации. Из заключения хотелось бы отметить, что низкие темпы урбанизации якутов имеют глубокие связи как с экономикой, так и с особенностями социальной сети взаимодействия, этнокультурными особенностями. И для сбережения этнической культуры и идентичности региональные органы власти должны очень осторожно подходить к управленческим решениям, связанным с оптимизацией социальной инфраструктуры села. Большое внимание должно быть уделено формированию транспортной инфраструктуры республики. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Валерьевна. Вопросы, коллеги? Да, задам вопрос, Ольга Валерьевна. Низкая степень урбанизации, на каких факторах вот вы вынесли такое заключение, такой вывод? Кроме вот ссылки на Аргунова. Сейчас же ситуация другая, по-моему. 30% по статистике. Если посмотреть сравнение с другими этническими категориями по стране, то получается, что якуты, они в меньшей степени урбанизированы, чем многие другие народы. Наряду, вот они настолько же урбанизированы наряду с некоторыми кавказскими народами, ингуши, чеченцы, может быть, они в той же степени. Вот на этом и как раз и строится этот вывод о низкой степени урбанизированности. И тогда каковы причины низкой степени урбанизации якутов, по вашему мнению? Ну, видите, городская среда, она как-то подавляет людей. Может быть, я думаю, то, что есть какие-то привычные, может быть, стратегии жизненные, да, которые связаны именно с национальной культурой, с языком общения. Поэтому вот когда переезд, он существенно окажет влияние на эту ситуацию. Поэтому я думаю, что это один из факторов, который такой наиболее важный в сложившейся ситуации. За какой период такой вывод сделали? За какой период проживания людей или это самое исследование? Как понимать? Низкий уровень урбанизированности – это относительно чего и
Каких периодов или как, за какой период? Потому что я не согласна с этим мнением, что низкая урбанизированность якутов. Я 70 лет прожила в Якутске, так я считаю, что у якутов высокий уровень урбанизированности, потому что сейчас в городе вы редко найдете городского человека больше сельских жителей прежних, которые уже считают себя горожанами. Рост миграции села. Да. Лет, да. Ну, это, я же говорю, это в сравнении с другими этническими группами. Низкая степень урбанизированности. А если говорить о том, что город Якутск поменялась, его национальная структура, безусловно, потому что Якутск, он аккумулирует всех мигрантов вот, сельских, которые приезжают в город. Другие города в этой степени, в меньшей степени туда стремятся этнические якуты. Они в основном переезжают в город Якутск. И здесь мы действительно видим, что очень много сейчас мигрантов, которые вот переехали последние десятилетия в Якутск. Я с этим не спорю. Вы неправильно выразили. Так, Саргаловна Макаровна, еще есть вопрос у вас? Так, ну, если нет вопросов, мы продвигаемся к завершению нашей конференции, первого дня нашей конференции. У нас осталось еще порядка 5 докладов. Я попрошу, значит, участников конференции соблюдать регламент. Убедительно прошу. Итак, слово предоставляется Аизе Борисовне Неустроевой, кандидату социологических наук, ведущему научному сотруднику Академии наук Республики Саха-Якутия. Тема доклада – основные миграционные процессы в Республике Саха-Якутия за 2016-2021 годы. Аиза Борисовна, вы в эфире? Да, здравствуйте. Меня слышно? Слышно, да, меня? А вас не слышно? Так, у меня все включено вроде. Не слышно, да, меня? Вот сейчас нормально стало все, да. Вас видно и слышно. Прошу вас. Можно я демонстрацию сделаю, да? У меня есть доступ? Угу. Да, есть доступ. Ага. Хорошо, сейчас. Здравствуйте, уважаемые организаторы конференции и участники. Так, сейчас я презентацию. Ага. Ну вот в настоящее время для многих регионов России, конечно, острейшие демографические проблемы, да, это такие как депопуляция и старение населения, снижение уровня рождаемости, уменьшение количества детей, происходит очень высокая смертность и миграционный отток населения. И, конечно, демографическая составляющая для развития любого региона, она, конечно, оказывает существенное влияние на все стороны жизни региона. Если же говорить о Республике Саха-Якутия, вообще в течение 20 века демографическое развитие Якутии, оно определялось именно массовым переселением и концентрацией рабочей силы. Вот на графике вы видите динамику численности населения по данным всероссийских переписей. И в советские годы, да, 20-е, 30-е, они характеризовались большими темпами миграционного прироста в регион при низких темпах естественного прироста населения. Вообще происходил интенсивный приток мигрантов рабочих, появлялись первые рабочие поселки, города, да, росла численность русского населения, и под воздействием промышленного бума очень быстрыми темпами заселялись западная, южная, северная Якутия, и росла численность городского населения. Вот такое активное хозяйственное освоение севера на тот момент, оно поддерживалось государственным комплексом мер
по заселению и закреплению населения, принимали специальные программы, действовала система материальных стимулов и, конечно, осуществлялось масштабное строительство жилья и объектов соцкультбыта. Но вот с распадом Советского Союза начался массовый отток населения, произошло ухудшение практически по всем демографическим параметрам. И, конечно, главной причиной сокращения численности в регионе стал миграционный фактор. Вот по данным в 2021 году, предварительные данные всероссийской переписи показали, что численность у нас почти достигла миллиона, да, 996 тысяч человек. Угу. Ну, сегодня результаты у меня по 2021 год. Угу. И здесь мы видим, что Якутия, она входит в состав 7 регионов России, где сохраняется положительный естественный и миграционный прирост населения. Но все-таки, несмотря на такую более позитивную демографическую тенденцию, по сравнению с общероссийскими показателями, да, и по сравнению с регионами ДВФО, четко прослеживается тенденция снижения рождаемости и увеличения смертности среди населения. Здесь на слайде вы видите, да, что происходит снижение естественного прироста, это вот красный график, и растет миграционный прирост. Если до 2019 года в республике мы наблюдали отрицательный миграционный прирост населения, то с 2020 года число приезжающих превысило число выезжающих. И уже здесь вот в увеличение численности населения республики в последние годы значительный вклад вносит именно миграционный приток, а не естественный приток, который, к сожалению, у нас с каждым годом сокращается. Динамика изменения численности населения, она очень сильно различается по районам республики. Здесь вы видите 2 карты. На первой карте показано, как менялась численность населения по районам за 2016-2022 год. На второй карте показаны темпы прироста численности населения за 2016-2022 годы. И вот в этот период в 14 районах и городах республики наблюдался прирост численности. И значительно выросла численность в абсолютных числах, да, в человеках. Конечно, в городе Якутске, вот красным, на первой карте в центре красным изображено, и в центральных районах это Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский районы. А в 21 районе отмечалось сокращение численности населения. И здесь, конечно, значительные потери, наиболее значительные потери численности были в Ленском, Алекминском, это синим выделено, ярко-синим, и Аймяконском районах. Если же смотреть темпы прироста численности, то здесь наибольший прирост населения, опять же, наблюдался в городе Якутске, и вот красным выделено в Оленёкском и Анабарском районах. А негативная тенденция сокращения численности у нас наблюдалась в Аймяконском, вот ярко-синее, и в Верхнеколымском, Кобяйском и Абыйском районах. Вообще, если посмотреть, за счет каких компонентов увеличивалась численность населения по районам, то мы видим, что в 9 муниципальных районах увеличение численности происходило именно за счет миграционного прироста. И вот в 2021 году наибольший миграционный прирост наблюдался опять же в городе Якутске, Алданском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. То есть это вот промышленные районы. Например, в Алданском районе коэффициент миграции за 5 последних лет вырос почти в 2 раза. А в остальных вот 25 районах происходила миграционная убыль населения. Больше всего выбыло население из Чурапчинского, Усть-Алданского, Усть-Майского,
Кобяйского районов. Например, из Чурапчинского района в 2021 году уехало около 1200 человек, да? И 65% из них переехали в городскую местность внутри республики, а остальные они переехали в другие села, в другие районы. В целом мы видим, что происходит увеличение и концентрация населения в центральной части Якутии, и миграционный приток сельского населения в столицу республики и во все центральные районы. Кроме этого, отмечается прирост населения в западной арктической зоне, это Ленёкский, Анабарский и Булунский район, и происходит сокращение численности населения в восточной и южной зонах Якутии, а также в восточной части арктической зоны республики. Ну вот здесь вы видите общие итоги миграции населения, сколько прибыло, выбыло население. Тут я не буду останавливаться долго, да, на этом. Лучше рассмотрим структуру прибытий и выбытий в республике Саха-Якутия. Конечно, вот как в структуре прибывающего, так и в структуре выбывающего у нас преобладает внутриреспубликанская миграция. В структуре прибытий на втором месте у нас вышла международная миграция. Это вот наверху зеленые, да, столбики. И посмотрите, если в 2010 году международная миграция занимала 5,7%, то в прошлом году она уже достигла 29,7%. Международная миграция. А внутриреспубликанские перемещения и межрегиональные перемещения, они сокращались в общей структуре вот прибытий. А в структуре выбытий тоже у нас вот преобладали внутриреспубликанская миграция. Дальше у нас следует межрегиональная и потом уже международная. Если вот отдельно посмотреть межрегиональную миграцию, то в республику в основном прибывали жители Новосибирской и Сахалинской области. Также была высокая доля прибывающих из Санкт-Петербурга и города Москвы. Якутяне, которые выбывали в другие регионы, они в основном уезжали в Новосибирскую область, опять же, да, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москву, и Московскую область. Я уже сказала, да, что международная миграция за последние годы у нас очень сильно выросла, огромный прирост дала, да. И интересно посмотреть вообще, откуда прибывали и куда выбывали мигранты. Вот в 2021 году наибольшее число прибывших было из стран СНГ, в том числе это Киргизия, Армения, Таджикистан и Украина. Миграция из дальнего зарубежья, она была незначительна и составила 458 человек, да, а уезжали из республики в основном в страны СНГ, опять Киргизия, Армения, Украина, а в дальнее зарубежье тоже вот лидировала здесь у нас Китай. Угу. Ну и вот интересно посмотреть, отличается ли миграция городского и сельского населения. Здесь показана структура прибытия, выбытия и миграционный прирост отдельно для городской местности и сельской. Ну, не буду здесь долго тоже останавливаться, чтобы не... Ага. Ну и вот интересные данные, да, если посмотреть возрастной состав мигрантов, которые прибывают в республику, то мы видим, что в основном это мигранты в трудоспособном возрасте, 76%. Дети и подростки составляли 17,3%, и меньше всего прибывало пожилого населения, да, старшего поколения. Структура выбывающих, здесь также преобладали мигранты в трудоспособном возрасте, дети и подростки чуть меньше, чем среди прибывающих, и старшее поколение тоже было чуть больше.
Образовательный уровень, да, мигрантов. Здесь данные не мы, да, статистики, да, используем. Здесь данные статистики, они берут в возрасте от 14 лет и старше. И поэтому вот это дало, ну, очень большая доля у нас прибывающих мигрантов, которые имеют общее образование, да, 39,5%. Потом на втором месте идет это мигранты с высшим и незаконченным высшим образованием. Их доля, если посмотреть с предыдущими годами, то здесь мы видим прирост мигрантов, прибывающих с высшим и незаконченным высшим образованием. И на третьем месте это были мигранты, имеющие среднее профессиональное образование. Структура выбытия, она отличалась только тем, что здесь, ну, чуть меньше выбывало мигрантов с основным общим образованием 11 классов, со средним профессиональным 24% и 29% больше, наоборот, выбывало из республики население с высшим и незаконченным высшим образованием. Ага. И вот причины миграции прибывающего населения, тоже данные статистики, в основном почти 39%, 38-39% прибывали в республике в связи с работой, в поисках работы. На втором месте стояла причина возвращения после временного отсутствия. И на третьем это личные семейные причины, и на четвертом это учеба. Причины миграции выбывающего населения, они отличались. На первом месте были возвращение после временного отсутствия, на втором месте личные и семейные причины, на третьем учеба и на четвертом работа. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, Аиза Борисовна, за очень насыщенный доклад. Вопросы есть, коллеги? У меня вопрос, да, Аиза Борисовна? Вот у вас была диаграмма по поводу уровня образования мигрантов. Входит ли туда вот те, которые вот прибывают в город Якутск для обучения? Потому что вы сказали, что там все. Поэтому, видимо, вот дает это высшее образование. Да? К сожалению, вот методика статистики, она несовершенна. Они считают от 14 лет. Поэтому вот в основном там у нас получилось образование. Так, еще вопросы, пожалуйста. Елена Георгиевна, пожалуйста, вопрос. Аиза Борисовна, а вы обращали внимание вот на разницу показателей статистики и данных МВД? У вас есть какие-то размышления по этому поводу? Нет, к сожалению, я опиралась только на данные статистики. Но там есть, конечно, вот почему за последние годы так сильно изменилась статистика по миграции, поменялась методология подсчета мигрантов, и это, конечно, сильно повлияло, резкий рост показало, да? Если раньше подсчет, как бы вот если человек уезжает в течение года, да, а потом в течение года он возвращается, да, его считают как за 2 человека. Вот он выбыл и прибыл. И вот это, конечно, дало резкий прирост у нас миграции. И многие эксперты говорят, что методология подсчета, она несовершенна, но пока что мы имеем, то имеем, да, и, может быть, в дальнейшем поменяется вот методология подсчета мигрантов. Но сейчас же есть вот информационные технологии, которые бы позволяли, да, вот прямо индивидуально отслеживать, сколько раз человек прибывает и убывает. Вот в нашем исследовании тоже граждане очень часто писали, что они вот ездят к себе домой, вот зимой, да, а потом возвращаются. Даже те, которые имеют гражданство, и те, которые не имеют гражданства, и все это берется в учет. И поэтому нам кажется, что очень много мигрантов. А в реалиях-то это не так? Ну, не знаю, вот, ну, как бы,
Если посмотреть на личном опыте, да, на прошлой неделе прилетела, и большая половина самолета были мигранты. Мне кажется, как все Ну, равно вот у они нас... съездили домой и приехали. Ну, да. Так, пожалуйста, еще вопросы? Так, ну, если нет вопросов, еще раз спасибо, Аиза Борисовна. Мы переходим к следующему докладчику. Елена Николаевна Богданова, вы на связи? Марина Викторовна Магунова, вы на связи? Ну, тогда мы переходим, если нет наших коллег на связи, то мы, значит, передаем слово Алене Георгиевне Тамаско, научному сотруднику Центра этносоциологических исследований нашего института. Тема доклада «Благополучие молодежи коренных малочисленных народов Севера. Возможности и ограничения». Пожалуйста, Алена Георгиевна. Василий Тарасович, включите, пожалуйста, презентацию. Я начинаю. Учитывая потребности общества и государства в обеспечении стабильности и устойчивого развития, в 2020 году по поручению президента России Научным советом РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений была утверждена программа фундаментальных и прикладных научных исследований РАН, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности 2020-2022 годы. По итогам конкурсного отбора, проведенного Советом программы под руководством академика Тишкова, был поддержан проект нашего института под руководством Ванды Борисовны Игнатьевой «Ресурсы идентичности, языка и культуры коренных народов Севера, Республики Саха. Современное состояние, локальный и глобальный контекст трансформации». Вот здесь я хочу некоторые результаты этого исследования вам представить. В 2021 году были подготовлены и осуществлены массовые социологические исследования. Там использовался ряд методик, но вот в данном докладе я хочу представить результаты массового анкетного опроса. И вы видите географию исследования, да, на слайде. И география указанных исследований репрезентирует существующую систему расселения коренных народов Севера. Это 16 населенных пунктов, входящих в состав одного национального кочевого наследия, 11 национальных наследов, 2 сельских поселений, 1 поселок городского типа. Про характеристику выборочной совокупности я, наверное, не буду рассказывать, чтобы уложиться в регламент, и он есть на слайде. Следующий слайд, пожалуйста, Василий Тарасович. И теперь следующий слайд, Василий Тарасович. Ага, вот социально-демографические характеристики, я их не буду вам зачитывать, вы все прекрасно это видите. И конкретно вот к современному положению молодежи приступим, да, и тут опять же в связи с ограниченным временем я остановлюсь на 3 моментах в своем выступлении. Это материальное положение, доступ к работе и к образованию. Для сопоставительного анализа используем статистику распределения населения Якутии по величине среднедушевых денежных доходов с учетом установленной величины прожиточного минимума. Вы все знаете, да, что такое прожиточный минимум. И в нашем исследовании прожиточный минимум соответствует позиции «денег хватает на еду», но покупка одежды уже вызывает затруднения.
Выявлено, что самые большие расхождения с республиканскими показателями существуют среди лиц с доходами немного выше прожиточного минимума. Денег хватает на еду и одежду, но купить дорогостоящие товары и бытовую технику трудно. Среди опрошенного массива эта группа самая большая, 40% составили, 45% составили городские респонденты и 43,3% составили сельские жители. Это диаграмму следующую включите, пожалуйста. То есть в 2,6 раза больше респондентов из городской и сельской местности, чем в среднем по республике. Следующая группа. Василий Тарасович, следующую диаграмму, пожалуйста, включите. Да, вот это. Следующая группа – это лица, у кого денег хватает на покупку крупной бытовой техники, но для покупки автомобиля, бурана, лодки и так далее необходимо копить или брать кредит в банке. Это у нас такая позиция в анкете. Доля респондентов из этой группы почти тождественна со средними показателями по республике. В местах компактного проживания меньше 24,6, а среди горожан выше 27,5, вы видите на диаграмме. Далее, чем выше уровень доходов, тем ниже доля коренных народов относительно среднереспубликанских показателей. Причем как в городской, так и в сельской местности. В сравнении со средними показателями среднедушевых денежных доходов по республике, доля респондентов из числа народов Севера и в городе, и на селе, живущих в пределах прожиточного минимума, выше в 1,5 раза. И здесь доля горожан больше 14,8, на селе 14,2, но доля лиц, находящихся за чертой бедности, ниже в 2 раза среди городских респондентов и в 1,4 раза среди сельских, чем в среднем по республике. Соответственно, доля сельского населения из мест компактного проживания выше 4,5%, в Якутске 3%. Среди индикаторов жизненного благополучия материальный и финансовый достаток имеет высокую ценность. У горожан он составляет 82,1%, у сельчан 69,1%. При этом в контексте развития социальной жизни с точки зрения экономики 62,7% сельских жителей отмечают отсутствие динамики в экономической жизни их села. Еще 13,1% позитивные изменения, стало лучше, 18,6% негативные, стало хуже. Мнение столичных жителей не так однородно. 38,1% молодых людей отмечают застой в экономике города Якутска. Позитивные сдвиги ощутили 24,6%, негативные 32,1%. Собственно, материальное благополучие оценивается более критично. За последние 10 лет его ухудшение почувствовали 41,8% опрошенных горожан. Материальный достаток 55,1% сельских жителей остался на прежнем уровне. Положительные изменения произошли в жизни 23,7% сельских и 17,9% городских респондентов. Структуру совокупных доходов, общую сумму доходов в денежном и натуральном выражении, полученную из многообразных источников, учитывая стоимость льготных и бесплатных услуг, предоставляемых в области здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, а также поступления от личных подсобных хозяйств наших респондентов, сопоставим с среднереспубликанскими показателями за 2021 год. Тут мы сравниваем, хочется отметить, что мы сравниваем среднереспубликанские показатели с данными молодых респондентов народов Севера. Да? К сожалению, сведений об актуальной структуре доходов молодежи в целом по Якутии нет. Имеющиеся различия, но нет в нашем распоряжении. Имеющиеся различия в сравнении главным образом связаны с фокусом нашего исследования. Молодой возраст респондентов. Следующий слайд, Василий Тарасович, пожалуйста. В связи с этим, например, у молодежи коренных народов Севера более высокие значения имеют прочие денежные поступления, к которым относится и образовательная стипендия. Так, среди респондентов горожан, проживающих в столичном городе, где много учебных заведений, он составляет 7,3%, в структуре главных источников семейной экономики среди сельского даже 3,3%. Также значительно меньше лиц, получающих оплату труда наемных работников, что связано с тем, что молодежь в настоящее время получает образование, да, соответственно. Объем социальных выплат в структуре совокупного дохода молодых северян почти равен со среднереспубликанскими показателями. Объем
А примечательно, что доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности значительно выше средних по республике, как в селе, так и в городе. Доходы от предпринимательства составляют среди сельской молодежи 3,7%, городской 7,3%. В основном это связано с производством всех традиционных отраслей хозяйства в местах компактного проживания народов Севера. Во всех улусах в разной степени развивается оленеводство, охотничий промысел, рыболовство, звероводство, табунное коневодство, разведение крупного рогатого скота. Это цитата Санниковой. По мнению специалистов, сворачивание промышленных предприятий на территории арктической зоны в 90-е годы снизило уровень воздействия на традиционную экономику и культуру коренных народов Севера. Не случайно, несмотря на социально-экономические трудности 90-х годов, многие исследователи характеризуют их как время этнического и культурного возрождения аборигенов Севера. Следующий слайд, пожалуйста, Василий Тарасович. Как видно, вот на следующем слайде, в структуре совокупного дохода сельской молодежи важное место занимает содержание оленей, рыболовство, сбыт мяса и рыбы. 16,3% на селе, да, и даже в городе отмечает 9,5% респондентов. Среди главных источников семейной экономики также продукция охоты и сбыт дичи. В селе 9,2%, в городе 5,9%. Соответственно, добыча мамонтовой фауны 3,7%, на селе 1,8% в городе. Сбор и продажа ягод и грибов на селе 6,4%, в городе 2,2%. Таким образом, формирование экономики семей не только сельская и городская молодежь, но и городская молодежь народов Севера продолжает опираться на традиционные отрасли. Следующий доступ молодежи, показатели благополучия, доступ молодежи к достойной работе. В комплексе жизненного благополучия ценность, интерес на работу и профессиональной карьере среди сельских жителей выше, чем среди городских, 56% и 39,2%. Если обратиться к статданным о динамике среднегодовой численности работников организаций по муниципальным образованиям, то показатели по районам проживания народов Севера в целом тождественны средним по республике, где рынок труда и занятости остается достаточно стабильным. Но в то же время, если посмотреть на приемы выбытия работников в процентах к списочной численности, то в среднем не более чем 8% ежегодно. Больше движение трудовых ресурсов в районах проживания коренных народов. То есть население более активно меняет место работы, чем в среднем по республике. Это связано со спецификой развития экономики улусов, расположенных на территориях традиционного проживания народов Севера, где ключевыми отраслями экономической специализации являются добыча полезных ископаемых и традиционные формы природопользования. По данным Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в арктической зоне производится 11% национального дохода. Да, не буду говорить, сколько чего добывается. Значительно. Время вышло. Да, давайте я насчет работы, или это слишком много будет. Давайте я тогда выводы скажу. Хотя бы выводы скажу. Но в свете показателей рассмотренных выше социальных индикаторов можно с некоторой осторожностью утверждать о том, что молодежь народов Севера становится генератором низовой модернизации в местах их компактного проживания. К современным формам жизни села северян отнесем тот факт, что здесь представлено многообразие форм собственности, появились рыночные ниши и услуги молодых предпринимателей и частных собственников. Однако их экономическая активность объективно ограничивается рынком сбыта товаров и услуг в изначально малолюдных, удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Тем не менее, эти немногочисленные представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые молодые люди, показывают остальным положительный пример предприимчивости, когда собственными усилиями можно достичь повышения жизненного уровня своей семьи. Вместе с тем, сегодня еще недостаточно событий, чтобы кардинальным образом изменить существующую на селе социально-профессиональную структуру. Большинство опрошенной молодежи, 31,6% в сельских и 42,5%
городских, относятся к группе занятых в государственных бюджетных учреждениях, где заработная плата выше, чем практически во всех видах экономической деятельности. Зарплата выше только в сфере добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, ремонта и монтажа машин и оборудования. Кроме того, часть молодых людей, не конкурентоспособные на существующем рынке труда, по-прежнему рассчитывает на помощь со стороны государства. То есть патерналистские ориентации продолжают задавать вектор их социальной динамики. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, можно заключить, что имеющаяся социальная структура сохранится еще на неопределенное время. Спасибо за внимание. Спасибо, Алена Георгиевна. Вопрос можно задать, да? Конечно. Вот самую последнюю диаграмму, пожалуйста, покажите. Алена Георгиевна, вы что-то другое прокомментировали, а диаграмма была интересна. Да, потому что время было ограничено. Можете прокомментировать быстренько Честно, последнюю диаграмму по поводу образования? Что значит желаемое и фактическое? Ну вот, желаемое образование – это то образование, извините. Желаемое образование – это то, что они хотят иметь, да, и фактически, что они имеют. И вот разница в городе и в селе. Видите, да? Да, спасибо. Так, еще вопрос, коллеги. К Алене Георгиевне. Так, нет вопросов? Где? А, вот. Айтал Вот Игоревич. здесь. Спасибо большое, Алена Георгиевна. Так, Саргалана Макаровна. Ее не будет, да? Ну, хорошо. Когда я с большим удовлетворением передаю слово последнему нашему выступающему на сегодняшний день. Это Яковлев Айтал Игоревич, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета нашего университета, и одновременно он работает научным сотрудником в нашем институте. Тема доклада: выходной день в ритме якутского села. Да. Пожалуйста. Ага. Добрый Вам день, слово. уважаемые коллеги. Регламент сколько минут? 5 минут. Так. Ну, максимум, да, Ага. где-то 7 минут. Хорошо. Я сейчас приехал из Верхневилюйска, 640 километров. Съездил туда позавчера, утром выехал, там работал в селе Меик. Это, получается, на запад от Якутска 640 до Верхневилюйска, еще 80 километров в тайгу. И там я провел такое маленькое полевое исследование и встретился с жителями Наслега, и мы говорили про выходной день в якутском селе. Я как историк повседневности заинтересовался этим вопросом. Почему? Потому что я туда приехал по линии нашей лаборатории. Сейчас мы изучаем, как животный мир, животные влияют на человека, на повседневность. И я там услышал очень красивое изречение на якутском языке. Тут, наверное, не только из Якутска, да, из Якутии. Я сейчас озвучу это на якутском языке и переведу. Инах ребят. У коровы нет выходного. Следовательно, человек, живущий в якутском селе, сейчас в данный момент не имеет выходного дня. Почему мы, историки, социологи, вообще ученые, должны на это обращать внимание? Потому что сейчас появляется, как отмечает один из экономистов Гай Стандинг, сейчас появляется такой слой населения, прекариат, это вот из латинского, да, вот прекариат, это человек, который характеризуется 3 особенностями: необеспечены рабочими местами, непосредственная оплата труда как такового нет, дополнительных социальных гарантий в виде пенсий, пособий по безработице у них нет, и люди, принадлежащие к этому классу, часто лишены определенных гражданских прав, которые есть у других членов общества. Прежде всего, коллеги, это выходной день.
Получается так. Почему мы должны на это обращать внимание? Потому что если посмотреть историю развития якутского села из традиционного времени, да, то в выходной день попадает, конечно, это праздники церковные Русской Православной Церкви, да, традиционный исэх и праздники, связанные там со скотоводством, коневодством, оленеводством. Там отел, там, да, и так далее, исэх. И выходной день в Якутии, как и в СССР, у нас появляется совсем недавно, 7 марта 1967 года, то есть буквально 55 лет назад. Да? И мы говорим о том, что если выходной день получает рабочий 5 дней, то жители сельского села, вот в колхозах, вот, наверное, здесь есть коллеги, которые работали практику, проходили в сельской среде, там, да, вот картофельная, ну, вот эти картошка, там, вот это выезды на картофельные поля, там, уход за скотом и так далее, и так далее. Почему мы должны, историки, на это обращать внимание? Потому что это как раз показатель трансформации традиционной культуры, адаптации традиционной культуры к современности. Почему? Потому что, когда мы говорим о развале Советского Союза и развале колхозов, что дал колхоз, совхоз якутскому селу? Прежде всего, советская власть, она коренным образом и очень жестко поменяла ритмы повседневности якутского села. То есть, например, если мы говорим про якутов, это традиционный ритм жизни, основа якутской культуры – это переезды Сайлык-Кыстык-Сайлык, из зимника в летник, из летника в зимник, то в советское время это у нас начинает потихоньку изменяться. Якутские скотоводы начинают, якуты, которые вот, ну, занимались отгонным аластным скотоводством, они оседают. Появляется в середине 20 века появляется выходной день, организованный выходной день, организованный исэх, то после развала Советского Союза у нас получается такая картина, что у нас выходного дня в якутском селе как такового нет. Выходной день есть у учителей, бюджетных работников, кочегаров, операторов котельных, сейчас их так называют, в бюджетной сфере, то есть те люди, которые задействованы и получают работу от государства, УЛУСа, республики, они обеспечены выходным. Почему мы должны волноваться? Потому что лет через 50 те молодые люди, которые сейчас занимаются частным подсобным хозяйством, окажутся не у дел. То есть у них не будет выходного, у них не будет социального какого-то обеспечения, и это очень такая интересная перспектива. И заканчивая, хочу сказать следующий момент, почему вот повседневность у нас в Якутии очень интересная, потому что очень вот мы таких, как сказать помягче, вот Ольга Валерьевна, да, вот статистику рассказала, почему вот в марте 2019 года огромное количество сельских жителей приехало в город выразить свое недовольство насчет миграционной политики. Тут опять выходит именно отношение к повседневности, к своей повседневности, отношение к своей жизни. Именно прекариату хорошо знакомы 4 ощущения. 4 основных ощущения у людей, у которых нет стабильности. Да? Это недовольство, утрата ориентиров, беспокойство и отчуждение. И те люди, которые живут в городской среде, они вчера были... Да, у нас в Якутске, например, идет этнизация городского пространства, мощный поток сельских мигрантов. Это все-таки прекариат, у которого, опять же, недовольны, они потеряли свои ориентиры, беспокойство у них, отчуждение от какого-то, да, вот от села, и город их не принимают, и они пытаются, вот, ну, даже я, может быть, да, в какой-то мигрант из сельской среды, пытаясь вот опираться, найти опору в традиционной жизни, в каких-то вот этнических, этнокультурных моментах. И в выводах хочу сказать о том, что то, что мы наблюдаем в якутском селе, вот, высокая закредитованность, это раз. Попытки республиканских властей повлиять на рост поголовья скота, содержание лошадей, например, да, вот в промышленных районах оказывают помощь в виде социальных выплат, там телят дают, поросят, например, да, в Нюрбинском улусе, то это все равно, я скажу, наверное, жестко, да, вот это все равно как выхлопа не даст, потому что в ментальном плане человеческая жизнь в якутском селе, она не упорядочена, как эпоха Советского Союза.
Если мы говорим о том, что надо предоставить какую-то вот помощь, то надо, во-первых, определить, что такое труд в якутском селе, занятость. Потому что повседневность, коллеги, она состоит только из двух понятий. Рутина и праздник. Занятость и досуг. То вот большинство населения якутского села, мы с вами говорим о том, что они не попадают в эту категорию занятости и досуга. Потому что, не зря же говорят, «Инах ревет». Корова не отдыхает, корова хочет есть, пить, там за ней надо убирать, и человек постоянно должен вот рядом находиться. Получилось, наверное, как-то угловато, потому что это вот мысли, наметки. Надеюсь, что вот мы напишем большую статью. Всем спасибо. Готов к вопросам, замечаниям. Так, пожалуйста, вопросы. Да, позвольте с вами не согласиться. Я тоже изучаю Отлично. повседневность, социологию повседневности. Я хочу сказать, что в городе, то, что вы говорите, в селе им некогда, да, в городе же у нас, будь то это предпринимательская деятельность, будь то это даже в бюджетной сфере, ненормированное рабочее время объявлено. Да, есть трудовой кодекс, никто не спорит, но чем мы занимаемся в выходные? Вспомним, да? И это не только касается преподавателей учебных заведений, включая учителей, это касается и чиновников. Это касается многих, кто работает вот в бюджетной сфере. Плюс, если меня не устраивает мой уровень зарплаты, я многозанятая. А это что такое? Это тоже нагрузка, это тоже работа. Поэтому вот среди социологов у того же Пьера Бёрдье есть понятие самоэксплуатации. То есть современный человек сам начинает себя эксплуатировать. Поэтому я совершенно не соглашусь. Ритм жизни в сельской местности достаточно он регламентирован хотя бы с той точки зрения, что если он ухаживает за домашним скотом, то там есть порядок. Вот я вышла в хатон, определенную работу проделала, я вернулась. А что происходит в городе, кто работает? И об этом очень много тоже пишется на самом деле. Вот именно о ненормированном рабочем времени. И мне кажется, вот так вот, если вот смотреть, то действительно можно вот сравнивать и, видимо, какие-то различия существенные улавливать в этом. Спасибо. Позвольте ответить, да? Да, пожалуйста. У меня как бы доклад называется «Выходной день в ритме повседневности якутского села». Я специально убрал город, потому что в городе абсолютно большинство, как вот очень красиво выразились, да, занимается самоэксплуатацией. Даже, например, яркий пример – это таксист и драйвер приезжает на джипе 200-м, например. Вот преподаватели. Вот самый недовольный класс городского населения – это преподаватели вузов и СУЗов. Спасибо. Так, спасибо. Айтал Игоревич. А можно мне тоже задать вопрос, Да, пожалуйста? пожалуйста. Айтал Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. А гендерный аспект при этом, даже если это на селе, допустим, он будет рассматриваться вами, потому что предполагается, что женщины будут в выходные более заняты, поскольку они могут выполнять хозяйственную работу по дому, допустим, там больше внимания уделять детям или еще что-то такое. В общем, мне просто интересен вот этот вот гендерный аспект, он как-то будет с вами рассматриваться, включен будет или нет? Спасибо. Очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос, потому что как раз и вот я записываю все ваши замечания. Гендерный аспект надо брать однозначно, потому что когда мы говорим с вами об изучении повседневности, то тут, особенно в якутском селе, до сих пор в 21 веке мы говорим о том, что есть какие-то вот корреляции, какие-то вот особенности мужского мира, как бы это дико не звучало, да, в якутском селе, и женского мира. Самый простой пример, если мы говорим о том, что повседневность состоит из занятости и досуга,
то досуг, праздник, он обеспечивается, организуется только женщинами. Ну, кто салаты режет в деревнях? Чай наливает всем. Кто вот это занимается вот этим вопросом? И добавьте, да, туда еще и детей, кто вот во время праздника этого же одного смотреть. Абсолютное большинство активистов, которые организуют праздник ИСЭХ в якутском селе, это женщины. Так что да, спасибо за вопрос. Вот об этом мы точно будем тоже писать. Спасибо. Извините, а можно вопрос? Пожалуйста. Айтал Игоревич, я не совсем поняла, вы в каких хронологических рамках проводите исследования? Спасибо. Современное якутское село я беру 45-й по наше время. 1945 по наше время. Вы считаете это современное, да, якутское село? Спасибо. Ну, современность можно еще взять 1992 год якутского села, потому что именно в 1992 году после развала колхозов начинается деление земель, которые принадлежали совхозам и колхозам. И, соответственно, когда мы говорим о том, что один человек в якутском селе берет один, как сказать правильно, надел, сенокосное угодье, есть общее пастбище, которое решает якутская администрация якутского села, то да, можем говорить о том, что это формирует, это база повседневности. То есть, если мы говорим с точки зрения праздника, 45-й год, да, 45-й год – это ИСЭХ Победы, например. А с точки зрения занятости… Я примерно представила, потому что вы все время говорили о колхозах и совхозах. Я хотела просто узнать, в каких исторических рамках это исследование будет предпринято. Благодарю вас. Спасибо большое. Так, еще вопросы есть, коллеги? Можно я ремарочку такую тоже добавлю? В 2000-х годах я проводила групповое интервью среди женщин отдельно, их собирала, и мужчин отдельно. Это было в Горном Улусе, нет, не в Горном, ну, неважно. И, значит, тогда вот мужчины говорили, что они стали безработными, то, что вот вы отметили, да, и они вот занимаются домашними делами, в том числе вот ухаживают за скотом там, и говорили, что вот женщины стали тем звеном, который соединяет вот эту вот частную жизнь с общественной жизнью. То, что вот вы отметили, что женщины очень активные, они там лидеры и так далее, и так далее. Вы будете вот такое вот изменение рассматривать, такой вопрос? Спасибо большое. Обязательно. Я найду ваши публикации и обязательно буду ссылаться на вас. Спасибо большое. Нет у меня публикации, у меня нет интереса, чтобы вы на меня ссылались. Публикации нет? Если публикаций нет, то спасибо за совет. Да, вот это мы тоже вот 2013 года ездим по Якутии, по линии исторического факультета СВФУ со студентами. И все время, как вы отметили, спотыкаемся о том, что вот мужчины, как сказать, в кавычках, страдают, что у них сдвинулся, как сказать, пространство какое-то. Статус, вот, статус. Да, пространство. Статус у них сдвинулся. Ну, тут надо поговорить отдельно, но мы считаем, что это все-таки вот сфера деятельности. И статус, конечно, в том числе. Так, еще вопросы есть? У нас последнее выступление вызвало очень такой оживленный интерес. Есть еще вопросы, коллеги? Ну, тогда позвольте завершить первый день конференции. Мы заслушали сегодня 9 докладов из 13 заявленных по программе. Я думаю, что довольно плодотворно поработали. Я хочу предоставить слово заместителю директора нашего института, председателю нашего оргкомитета конференции организационного, с некоторыми, значит, соображениями насчет завтрашнего дня.
Спасибо большое, Терентий Степанович, за предоставленное слово. Добрый вечер, уважаемые еще раз коллеги. Прежде чем мы перейдем к вопросу о втором дне, хотелось бы отметить, что, мне кажется, сегодня научная сессия, наш первый день действительно состоялась в достаточно интересном, длительном даже, да, дискуссионном процессе. Представлены были интересные доклады, начиная с истории, исторических и памятных дней Иване Александровича Аргунове, его становления, вхождения в науку, до современных исследований. И вот интересно, что Айтал Игоревич буквально, скажем так, сегодня мне написал в своем выступлении, и мне интересно, что он все-таки завершил. Его доклад касался именно той тематики, да, вот как раз Якутское село, собственно говоря, о котором и Иван Александрович начал писать, да, в большинстве своих статей, да, и монографий. Да, символично, да, вот Терентий Степанович подчеркивает, что это достаточно символично у нас оказалось, да, и действительно также Иван Александрович в своих публикациях, книгах рассматривал влияние политики центра, да, на образ жизни, также вот Айтал Игоревич постарался это отметить, я так поняла, да, в своем докладе, как же это все меняется. В общем, мне кажется, что действительно дискуссия вокруг жизненных стратегий отдельных этнических сообществ, социальных групп сегодня действительно состоялась. Мне кажется, что мы много подчеркнули интересного в этих выступлениях. Хотелось бы отдельно поблагодарить Татьяну Ивановну Аргунову, которая прям с 4 утра у нас присутствует на нашей, да, первом дне. Огромное спасибо, что вы согласились выйти на связь, несмотря на сложившуюся ситуацию. Да. Надеюсь, никаких не последует к вам каких-то мер со стороны вашего университета. Да, спасибо большое, что вы действительно все время с нами и слушали все выступления. Спасибо большое Чемизе Кудуроловне, присоединившись, ей тоже вот у нас до конца дня работает практически за интересные доклады, и что согласились принять участие в нашей вот такой вот, на самом деле, как бы вот для нашего центра это первое, Центр этносологических исследований, да, созданного вот именно в ИГИ ПМНС, это такая первая конференция, наша узкоспециализированная, да, скажем, организована конкретно нашим центром. Вот, всем, кто у нас сегодня, тоже вот Гульнара Фатовна вышла, уже убежала, Оксана Петровна, спасибо большое, с Чукотки, у вас уже давно вечер начинается. Ну и нашим коллегам, уважаемым с Института гуманитарных исследований, которые будут выступать на завтрашнем дне с интересными докладами, тоже огромное спасибо. По поводу завтрашнего дня. Начинаем работу мы с 1:30, чуть пораньше. У нас завтра плотный график. Сегодня мы буквально так в свободном режиме дискутировали, да, спрашивали, интересовались. Завтра у нас практически более 20 докладов на втором дне. Тоже интересные сообщения с различных регионов нашей России, начиная, да, с Якутска, заканчивая, конечно, и такими регионами, как Республика Мордовия, ну, Москва, конечно, представлена. И завтра тоже научная сессия продлется в таком же режиме, доклады до 10 минут, ответы 5 минут. Ссылка будет та же, так что подключайтесь. И планируем также где-то в 6:30, но я думаю, что в 7 часов вечера по-якутски мы закончим. Поэтому я с вами не прощаюсь. Надеюсь, я, может быть, и увижу кого-то из вас на завтрашнем дне, кто сегодня из регионов присоединяется. Ну, наверное, завершу. Тогда до завтра, коллеги. Если есть какие-то высказывания сегодня, да, мы могли бы выслушать здесь оргкомитетом. Угу. Спасибо большое. Ну, до свидания тогда. До свидания. До завтра. До завтра. Ждем вас завтра. Спасибо.